Здрасте. Давайте быстренько, пока еще ничего не началось, выключим телефон. Добрый вечер, Андрей Андреевич, София, Анечка, с днем рождения. О, вы знаете о том, что день рождения у нашей семьи. 1 год назад в это время у нас появилась Аня. Это было как раз в 3 часа дня. Вот сейчас на это время ей было уже ровно 3 часа. Как только она родилась, я ее взял на руки и держал ее на своих руках. Так это было мило и приятно. Я тоже хочу вас поздравить и сделать вам подарок. Я хочу, чтобы вы получили от меня подарок в виде семинара моей школы бесплатно. Этот семинар для всех участников. Этот семинар называется «Очарование партнера при помощи эзотерики. Часть 1». Я его хочу подарить вам. Чем он интересен? Этот семинар интересен будет тем людям, кто хочет наладить отношения с близкими людьми, кто хочет наладить отношения или найти себе любимого мужчину, у кого не получается выйти замуж. Это будет для всех семинар, и всех, кто сегодня у нас находится здесь, будет совершенно бесплатно. А для того, чтобы его получить, вы сейчас должны будете написать такое сообщение или такой комментарий: «Мы любим школу Кайлас». Если вы не хотите, чтобы у вас появлялись ваши публикации на ваших персональных страницах ВКонтакте, то вы можете убирать галочку, которая звучит как «Опубликовать ВКонтакте». Вы можете ее убрать, и тогда публикации ВКонтакте вы не будете видеть. Потому что иногда вы спрашиваете, почему вы видите свои сообщения, которые написаны для этой группы. Это связано с тем, что у вас стоит галочка «Опубликовать ВКонтакте». Вы можете ее снять, и ее никто не увидит у вас. О, спасибо, спасибо. Итак, перед тем, как я начну... насколько, да. Наша ссылка, она будет активна до завтрашнего вечера. Послезавтра вечером мы ее уже утром уберем. Поэтому у вас есть возможность скачать этот 3-часовый семинар только сегодня и завтра до вечера, а уже послезавтра вы его скачать не сможете. Вот так. Да, можно отправить. Сейчас, одну секунду. Очень приятные комментарии были написаны на диске, Яндекс.Диске, теми людьми, которые начали скачивать первую ступень. Оксана Осипович пишет: «Ура, спасибо большое, Андрей Андреевич, за волшебные изменения в нашей будничной жизни. Яркие краски, словно просыпаешься и смотришь на мир другими глазами. Отношения в семье становятся теплыми, все люди вокруг становятся более добрыми, начинает все получаться. То, что намереваешься сделать или получить каким-то невероятным образом, события складываются так, что задуманное само идет к себе. Это как будто соприкосновение с чудом. Спасибо, что вы есть. Спасибо, что делитесь своими чудесными знаниями. Пусть вам и вашей прекрасной семье вернется ваше добро в 1000 раз. Благодарю». В свое время в моей жизни была большая проблема. Я очень сильно болел. И у меня стал такой вопрос: насколько я вообще готов был отдавать в своей жизни хотя бы что-то. Вы знаете, я столкнулся с тем, что я не был готов отдавать ничего и никому. Почему? Вся моя жизнь, она была связана только с тем, насколько я хотел больше всего забрать. Вы знаете, вот такое захватническое поведение, которое у меня было, которое заставляло меня переживать по поводу того, что я отдаю, страдать по поводу того, что у меня чего-то нет. Вот это захватническое поведение, оно очень сильно ломало меня в моей жизни. Я думаю, что одним из элементов того, что я в жизни не мог, наверное, чувствовать себя физически комфортно, заключалось в том, что я не хотел ничего давать. Каким образом давать и о чем я говорю? Я не хотел ничего давать, ни эмоций, не хотел говорить о чем-то, я не хотел особо работать, я не хотел особо что-то создавать. Я не хотел жить творчески, я не хотел рисовать, мне не хотелось играть на баяне, на котором я умею играть, и на трубе. Мне не хотелось любить, я хотел только пользоваться женщиной. Мне не хотелось ничего делать для людей, потому что людей я рассматривал только с позиции, сколько они мне могут заплатить и чем я могу попользоваться. У меня не было желания ничего давать. Я не умел этого делать, и вы знаете, это была моя очень
огромная проблема. Я вел себя, как будто я надувной шарик, который без конца хочет только надуваться, надуваться, надуваться. И после этого я сам себя довел к тому, что еще чуть-чуть, и я просто взорвусь. Почему? Я считаю, что для человека очень важна реализация. Эта реализация, она должна касаться всего абсолютно. Я вам хочу дать совет. Старайтесь реализовываться во всем. Что это значит во всем? Во всем это я почти ни о чем не сказал. И в чем нам можно реализовываться? Вы не умеете рисовать, научитесь и рисуйте. Вы не умеете петь, начинайте петь дома под гитару. Вот, вы не умеете играть на гитаре, начинайте пробовать это делать. Вы не умеете пересказывать стихи, это повод для того, чтобы научиться и знать, что такое стихи. Вы не знаете, что такое. Вы не хотите ничего рассказывать никому, вы не хотите делиться опытом, вы не хотите создавать стримы, вы не хотите встречаться с людьми просто так, вы не хотите делать что-то для мира просто так. Вы иногда не хотите этого, и я так не хотел. Я боялся, я не хотел, мне казалось, что это все глупо, потому что мои мысли думали, что можно только продавать, можно только покупать и можно только использовать. Но люди, они не живут с позиции только продавать, только использовать. Люди, они живут еще с позиции солнца. Таким образом, в случае, если человек как обыватель хочет все время только потреблять и живет с позиции потребления, ничего не стараясь сделать для окружающего мира, то он не живет как солнце. Тот человек, который хочет жить как солнце, этот человек должен для себя найти понимание того, что он должен искать возможности даже не своей реализации, а своей творческой реализации. Это особенность такая. Я теперь четко для себя понимаю, что очень часто творческая реализация необходима человеку для того, чтобы найти себя. В чем может заключаться реализация? Это не обязательно рисовать, петь, сочинять стихи. Она может заключаться в приеме людей, как я это делаю, иногда даже бесплатно. И она может заключаться в том, что я провожу вебинары, вы представляете? Но я бы мог этого не делать. Но зачем-то же я это делаю. Конечно же, кто-то найдется и скажет, вот он это делает специально, потому что он потом зарабатывает деньги. Честное слово, не из-за этого. Я это делаю, потому что я хочу быть солнцем. Хотите быть солнцем? Начинайте что-то делать для людей, для себя, для своей семьи. Я всегда говорю о любви такие слова. Любить – это значит иметь внутреннее желание сделать что-нибудь полезное для тех людей, которых ты любишь. Что это может быть полезное? Это не воспитать, это вполне физическое действие. И это не дать в морду и не изнасиловать. Это действие должно быть полезным для этого человека. Что это значит? Когда я смотрю, как моя жена ходит босиком, и она не хочет взять, допустим, тапочки, я иду, беру тапочки, приношу ей и даю. Тогда скажите, проявляю ли я свою любовь? А тогда второй вариант. У меня сегодня была девочка, эта девочка сказала, что они разговаривают с мужчиной, который предложил ей выйти жениться, и этот мужчина говорит ей постоянно о том, как он ее сильно любит, о том, что среди них, что между ними возникло чувство, которое возникает один раз на 100 миллионов человек. Это чувство трепетное. И вот сейчас пришло время, когда ей необходимы деньги, всего лишь $300. И она говорит, у тебя же есть эти деньги, мог бы ты мне помочь? И он ей говорит, нет, я тебе помогать не буду, потому что ты все приравниваешь к деньгам, а у нас между тобой искренняя и чистая любовь. Скажите, кто сделал больше пользы? Скажите, я, молча принесший тапочки своей жене в тот момент, когда я хочу для нее что-то сделать, или он, который каждый день рассказывает ей о том, что между ними возникла искра, и такая любовь возникает один раз на миллион. Кто сделал больше и кто искренне любит? Тапочки больше, вы представляете? Почему? Я могу вам сказать, что концепция, если ты любишь, то тогда у тебя появляется внутреннее желание сделать что-нибудь для этого человека, вполне физическое. То есть это должно быть вполне ярко выраженное физическое действие. Почему дома жены или там мужчины убирают? Потому что они любят. Вот почему убирают.
Почему на работу ходят? Потому что они любят. Вот почему они на работу ходят. Почему? Любит дома, после этого на работе делает физические действия, посвященные тем людям, которых любит. Вы представляете, я могу сказать на вопрос, ваша школа ерунда, она абсолютно бездуховная. Я могу сказать, что это не так. Почему? Наоборот, говоря о том, что человек делает все ради любви, и принимает принцип, который звучит так, что по-настоящему любовь можно увидеть в случае, если ты видишь вполне ярко выраженные физические действия, посвященные тебе. А когда только наша любовь, она такая одинокая, наши глаза не видели такой красоты, как ты, когда я тебя люблю, как с неба там вода течет, и там, я не знаю, что еще можно там напридумывать, то тогда это не любовь. Потому что любовь подтверждается в тот момент, когда тебе человек тапочки принесет, когда купит тебе шарфик, когда тебе человек специально для тебя нарисует картину. Саш, принеси картину. Когда человек специально для тебя книгу напишет, или когда человек специально для тебя или для твоей семьи что-то сделает. Представляете? Вот это настоящая любовь. Сегодня девочка подарила картину, видите? Говорит, я начала проходить первую ступень, и нарисовала вот эту картину. На этой картине изображен Гонконг. Красиво? Кстати, очень красиво, да? Мне очень приятно, что это выглядит как вот такой вот город. Это говорит о том, что первая ступень создана правильно. Почему? В ней много цветов, и это как свет, который идет из темноты. Очень красиво, да? Когда я спросил, как же вас зовут и где ваша подпись, она сказала, подпись в самом углу. Вы представляете, здесь написано черными буквами по коричневому и еле читается. Я говорю, а почему ничего не видно? Она говорит, потому что я скромная. Уважуха, понимаете, уважуха. Вот это настоящие ученики школы Кайлас. Вот это приятно. При этом очень скромно отдала, быстро поблагодарила, сказала спасибо, убежала. Вы представляете, а ведь рисовала-то она ее не один день. Представляете, вот это я понимаю, очень приятно. Почему я это говорю? А не нужно говорить. А не нужно говорить «люблю». Вы понимаете, многие люди живут с мужчинами или живут с женщинами каждый день. Ну что там, давай язык почешем, давай. А ты меня любишь? Да, я тебя очень сильно люблю, я тебя так люблю, как будто бы если бы эта одна любовь была на миллионы, то она была бы наша. А еще я люблю тебя вот так, и так я тебя люблю. И особенность в том, что ты самая любимая, мои глаза не видели такой красоты, как ты. И я для тебя готов там с неба звездочку сорвать и свою почку тебе отдать. А потом вдруг ветер, и окно открылось. И после этого женщина медленно встает и говорит, что это у меня нога болит. Он ей говорит, слушай, ты не только окно закрой, пожалуйста, а пойди мне там с холодильника что-то принеси еще. Скажите, это любовь или это не любовь? Но вот это в данном случае не любовь. Почему? Это обман сознания другого человека. И такую любовь я очень часто называю манипуляциями. А вот забота о другом человеке есть любовь. Можно ли это доказать по-другому? Когда маленький ребенок родился, скажите, что ему важнее? То, что вы будете говорить, я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю, или то, что вы его возьмете на руки и будете о нем заботиться? Конечно, наверное, важнее взять этого ребенка на руки и начать о нем заботиться. Тогда скажите, где была настоящая любовь? Это же любовь, это, скорее всего, было желание взять этого ребенка и заботиться. То есть можно сказать, что она должна приравниваться к физическому действию. Да, без физического действия любовь называется по-другому. Это сношение мозгов любимого человека. Поэтому меньше слов, лучше больше действовать. Поэтому, когда я пытаюсь что-то делать, я стараюсь не особо об этом говорить, а пытаюсь просто делать так, чтобы все могли заметить, что это любовь. Естественно, как любовь определить? А теперь я вам дал мощнейший инструмент для того, чтобы определить, насколько вас любят те люди, которые живут рядом с вами. Скажите, можно ли определить, любят они вас или нет? Если человек молчит, и он ходит на работу, потом приходит с работы, потом пытается что-то дома делать, и пытается делать вполне физические вещи. То есть он пытается вынести мусор или выносит мусор, смотрит там за детьми, вывозит кого-то в школу, привозит в школу, зарабатывает деньги там и так далее. Скажите, этот человек проявляет свою физическую любовь? Да. А если человек ничего не делает дома, но постоянно говорит, ну что, я тебя люблю, я так уже скучаю, когда же ты приедешь?
а потом ходит и, видя, как кто-то там работает, ничего при этом не делает, можно ли сказать, что этот человек не любит никого? Конечно, если с вами живет ребенок, и этот ребенок не старается ничего сделать в семье, то я могу вам сказать, что этот ребенок, скорее всего, вас не любит. Понимаете? И может ли такой ребенок говорить о том, что я вас люблю, вы мои любимые родители? Может, только это будет неправдой. Родители, которые любят детей, стараются для детей что-то делать вполне физическое. У меня была очень интересная семья такая, они были из Харькова. Сын был алкоголик, при этом еще и с психическими отклонениями. При этом они жили в двухкомнатной квартире, а у сына не было жилья. Они после этого разменяли эту двухкомнатную квартиру, сами перешли в коммуналку, а этому сыну купили однокомнатную квартиру в более хорошем районе, престижном городе Харькове. Скажите, эти родители были лучше? Есть второй вариант такой, они тоже из Харькова. Они живут в доме, в этом доме 400 или 500 метров, огромный двор, бабушка там живет, они живут, их дети живут, еще там внук их живет и так далее. И они живут уже 10 лет, и у них тяжелейшая проблема, эта проблема, они друг друга ненавидят. Скажите, кто из этих родителей больше своих детей любит? Те, которые взяли и разменяли эту двухкомнатную квартиру и отдали своему ребенку, или те, которые все вместе устроили друг для друга какие-то невыносимые условия жизни, где каждый выясняет постоянно отношения и что-то пытается с кем-то там выяснять? Я вам скажу так, человек так устроен, что в случае, если человек ищет причины, ищет кого бы пообвинять, ищет первопричины, из-за чего это произошло, то этот человек каждый раз копается в прошлом. Наша школа, она утвердительно говорит о том, что любое ковыряние в прошлом является запрещенным для человека. Я всегда говорю такие слова: вы двигаетесь к Богу или к смерти, то есть к жизни или к смерти. Если вы двигаетесь к жизни, то просто живите и надейтесь. Если вы двигаетесь к смерти, то почаще вспоминайте. А что такое вспоминать? Вспоминать — это значит сидеть и выяснять, в чем же была причина, из-за чего это произошло. Нету причин никаких, не нужно ничего выяснять. Иногда за тем, что выяснять и вспоминать, вы теряете самое важное — возможность жить. Понимаете? Это очень-очень частое явление. Альфира пишет: я опоздала малость, по какой подарок вы говорите, что-то упустила. Что за подарок я опоздала? Все нормально, все получим подарок. Подарок — очарование партнера. Как очаровать партнера быстро? Ну, для того, чтобы очаровать женщину, нужно знать только 5 слов. Первое слово «мои», второе слово «глаза», третье слово «не видели», четвертое «такой красоты» и пятое «как ты». Хорошая, да. Подходите к девушке, смотрите и говорите: девушка, мои красоты, мои глаза никогда не видели такой красивой женщины, как вы. И после этого считайте до 60. Почему? Она сразу не поймет. Почему? У нее сразу сомнения, к ней вы обращаетесь или не к ней. После этого вы должны ей обязательно что-нибудь купить. Что купить? Самый простой способ очаровать женщину — это подарить ей такой букет, чтобы она с ним быстро не смогла уйти. Все. Если у вас есть деньги, заходите в цветочный магазин, покупаете огромный букет за $100. Можно за $100 огромный купить? Сейчас за $100 большой не купишь. Ну, пойдет тоже. После этого вы ходите на улицу и ждете, когда пройдет та незабываемая красивая женщина, которой вы хотите посвятить свою жизнь. И после этого, когда она идет, вы говорите: здрасте, здрасте, я только вас и ждал. Этот букет для вас. Кстати, как вас зовут? Ну и после этого говорите: надо же, я полжизни вас здесь ждал. Я прямо как в «Мастере и Маргарите» ждал момента, когда же вы все-таки пойдете. Знаете, сколько букетов было напрасно выброшено в мусорное ведро? А как же женщине быть? Правильно, что же может делать женщина? Я могу вам сказать, что для женщины очень важно, и здесь то, о чем я постоянно говорю. А скажите, кто-нибудь выполнял уже практику 105 выводов, о которой я говорил раньше, или 108 выводов? В процессе? И как? Что-то тяжело.
необычно, скажите, наше сознание, первое, что вы получите в тот момент, когда начнете жить по принципу «сделай 105 выводов в день» или 108 выводов в день, вы столкнетесь с тем, что вам будет чуть-чуть тяжело, а также вас начнут люди раздражать немножко. Это первое время, пока будет перестройка. Но потом у вас произойдет накопление психической энергии, появляется настроение, вам становится весело. Что это за способ? Это способ быстро выйти замуж за хорошего человека. Как его выполнять? Берете книгу, начинаете умную какую-нибудь, после этого читаете эту книгу, читаете 10 строк и после этого делаете вывод. Говорите, из этого, что я прочитала, следует такой вывод. И после этого его произносите вслух. После этого переворачиваете на другую страницу, читаете еще 10 строк и говорите, из этого следует вывод. И после этого вывод себе повторяйте. Сделайте 105 раз в течение дня 100 дней. Могу сказать, что на протяжении, обычно 300 дней, обычно за 300 дней любой человек выходит замуж или женится. Вот поспорьте со мной, что у вас произойдет не так, и сделайте, как я вам говорю. И после этого попробуйте мне доказать, что я не умею заниматься эзотерикой. Я могу объяснить, причем выйдете замуж или начнете встречаться с человеком хорошим, с высоким достатком, хорошо зарабатывающим, там, будет вам нравиться. Я раньше объяснял, почему это происходит, просто так рассказал. А скажите, кто-нибудь уже пробовал это делать? В процессе, да, только начали. Но тяжело? На морском курсе я рассказывал о том, что мужчина и женщина, встречаясь, очень часто сталкиваются с тем, что мужчина какой-то необычный в обыкновенной жизни, ну а потом начинает с женщиной встречаться и становится не тем, кем он был дома. Или женщина, она в обычной жизни дома очень хорошая, добрая, расслабленная, улыбающаяся, но если она приходит навстречу и начинает встречаться с каким-либо мужчиной, то она становится совершенно другой. У нее натягивается лицо, она становится невероятно гордой, заносчивой, или наоборот, начинает все время смеяться и так далее. Хотите, я вам дам совет? Особенность моего совета заключается в том, что мужчины и женщины любят естественных людей. Ой, это я. Ой, это я. Я считаю, это я заговорил, только не в этом месте. Я считаю, что в случае, если у человека есть вот такая... О чем я говорил? Все помню. Да. Все забыли. Почему у человека есть какая есть особенность между мужчиной и женщиной? Каждый раз при выборе партнера мужчина и женщина фиксируют определенные мышечные напряженные мускулы, которые есть на лице другого человека, обращая внимание на то, насколько человек естественен или нет. Если женщина приходит или если женщина живет и у нее натягивается мускулатура, то наши лица или наши глаза очень часто это выхватывают. Поэтому если у женщины постоянная улыбка или у женщины постоянное лицо какое-то особенное, то мужчина может это распознать, и ему не нравится такая женщина. Вы представляете, в свое время во Франции были сделаны такие исследования. Одна из женщин, нейрофизиолог, она исследовала большое количество холостых женщин и после этого смотрела, кто из них быстро выходит замуж и кто из них не может выйти замуж. И она сказала, что в большинстве своем определенные виды мышц у тех женщин, которые не могут выйти замуж, напряжены. И после этого она придумала систему. Она начала говорить, расслабьте эти мышцы и очень быстро вы выйдете замуж. Конечно же, в это не хочется верить. А я могу сказать, что это действительно работает. Я даже проводил такой семинар во время проведения морского курса в Египте. И у девушек, которые находились, я им сказал, попробуйте сейчас вспомнить свое естественное состояние. После того, когда вы покушали, попробуйте быть вот тем человеком, которого можно увидеть в домашней жизни. Вы уставшие, не создавайте вид бодрого человека, будьте уставшие, но только расслабьте свою шею и свое лицо. И вот женщины, которые сидели, они мгновенно стали не бледными, а розовыми. Их лица сразу же стали нормальными, они наигранно масочными. Представляете, можно ли добиться такого эффекта в нашей естественной жизни? Можно.
Возьмите большое яблоко или клубок шерсти, и после этого всуньте это яблоко или клубок шерсти себе в рот, широко его открыв. Стойте так не менее 2 минут. После того, когда вы уберете это яблоко, ваша мышечная мускулатура вокруг рта расслабится. Особенно сильно у вас напрягаются уголки губ, губы, а также подбородок и вот эти мышцы нашей шеи. Таким образом, если это расслабить, то все остальное воспринимается как естественное состояние. Я могу вам это сказать, я тоже это наблюдал. Я могу сказать, что женщины нравятся либо те, у которых почему-то исчезают вот эти мышцы, и они имеют более круглый вид лица. Очень часто, когда женщины начинают худеть или заниматься спортом, то у них появляются очень мышцы, и они в этот момент перестают мужчинам нравиться. То есть нравится фигура, нравится там, все нравится, но жить с такими женщинами не хочется, потому что у них нет какой-то вот этой естественности, которая есть в лице. Точно так же очень часто женщины смотрят, они не могут понять, что же в мужчине не нравится. А на самом деле в мужчине не нравится его натянутость, напряженность, вы представляете? Это очень важный момент. Если у вас есть отношения какие-либо, то тогда в этих отношениях, может быть, не хватает как раз вот этой естественности. Не можете выйти замуж или жениться, попробуйте быть естественным с тем человеком, с которым вы пытаетесь завязать разговор, или с тем, с кем пытаетесь вообще познакомиться. Это очень правильно быть тем, кем ты был до этого. Потому что именно с тем, кем ты был, в дальнейшем и придется, наверное, общаться. Поэтому зачем делать то, кем ты не являешься, ведь потом придется общаться совершенно не с тем человеком. Чуть-чуть поняли, что сказал? Скажите, пожалуйста, практика 100 выводов только для брака или ее можно применять во всем? Да. Вы представляете, практика 100 выводов связана вот с такой концепцией. Я сейчас нарисую. Так, сейчас буду рисовать. Вот. Я сейчас нарисовал женщину и мужчину. Женщина и мужчина, они начинают думать о чем-либо, и у них формируются выводы. Выводы являются энергией шени или энергией ума. Когда у нас накапливается энергия в нашем сознании, то эта энергия может израсходоваться у мужчины, когда он начинает смотреть на чужие ноги, а также он начинает мечтать о другой женщине, и эта энергия у него расходуется из сознания. То есть он начинает все больше и больше заземлять эту энергию, и у него эта энергия исчезает. То есть можно ли сказать, что этот мужчина, ну сейчас не об этом, и женщина, когда она начинает переживать и чувствовать, то ее энергия из сознания, она начинает сжигаться на уровне 4-й чакры. Поэтому если женщина начинает переживать о детях, она начинает переживать по поводу, там кто-то на нее что-то не то сказал, переживает о социуме, о войне, еще о чем-то, то она в глазах окружающих людей перестает быть востребованной. Вы представляете, это частое явление. Забери, или там ребенок уехал в армию, после этого ни с кем не можешь познакомиться. Почему? Потому что начала по поводу ребенка переживать. Или у ребенка неприятности, и там женщина встречалась с мужчиной, и после этого у ее ребенка неприятности, и после этого мужчина говорит: все, я с тобой больше не хочу встречаться, и уходит. Почему? Особенность такая, мы друг к другу притягиваемся только в том случае, если у нас энергия шень соответствует друг другу. И вот что происходит. Женщина же хочет найти мужчину реализованного, а мужчина может быть реализованный, потому что он умнее всех остальных людей. Правильно, да? То есть он умнее, потому что он не постоянно озабочен только о том, чтобы думать о чужих грудях или там о чужих ногах. А женщина, она реализована в случае, если она не все время переживает, нужно или не нужно. Вот чем сильнее женщина по всяким поводам переживает, тем у нее меньше шансов найти хорошего мужчину, реализованного. Она будет выбирать мужчину, который ни о чем не может думать, только об этом. Понимаете? Потому что вот это сознание равняется вот этому сознанию.
Когда вы идете по улице, то вы, скорее всего, будете находить людей, или рядом с вами будут находиться люди, которые совпадают с вибрацией нашего сознания, ума. Поэтому, когда сознание начинает истощаться у женщины, то она находить начинает мужчину, который ориентирован не на совместную жизнь. А на что же он будет ориентирован? Подумайте сами. А теперь это дает объяснение, почему не получается нормально нам существовать. Почему? Я часто говорю, меньше переживайте. Как же научиться меньше переживать? Не думайте об этом. Как это можно научиться сделать? Когда переживаете, говорите словами «скоро будет по-другому», создавайте вот таким образом процесс успокоения себя. Или отвлекайтесь. Как я обычно делаю. Так, мой ребенок чавкает, красивый цветок. Поэтому всегда у меня на том месте, где там мы кушаем, я ставлю цветы. Меня в свое время очень сильно начал раздражать один из моих детей, и я перед ним поставил вазу. Поставил вазу, поставил туда цветы и начал нормально существовать. Поэтому на телефоне сидел все время, во время кушали, и он меня старался делать так, чтобы не цепляло. Смотрел на цветы и не внимания. А потом пришло, когда мне это перестало раздражать, я взял телефон и написал ему ВКонтакте. Написал: ты мог бы убрать телефон в тот момент, когда мы едим вместе за столом? Он пишет: да, мог. Я говорю: ну тогда, пожалуйста, убери. Он после этого убрал. Почему я это не сделал сразу? А можно было бы наоборот. Я сказал там, и так далее. Почему я сделал наоборот? Потому что я отношусь к любой проблеме, которая есть в жизни, с позиции сделанного вывода. Поэтому легче это сделать через вывод, не воспитывать, а найти в себе силы, это даже не перебороть, а принять, скорее всего. Почему? Наш путь – это путь к высокой духовности, а это еще что такое? Итак, высокая духовность возникает у человека в тот момент, когда он может испытывать радость. Человек бездуховный – это человек больной. И здесь, конечно же, хочется сказать: Андрей Андреевич, вы не правы. А вот вы не правы, тот, кто говорит, что я не прав. Объясню почему. Оказывается, человек, когда болеет, страдает. Можно сказать? Человек, который болеет, страдает. Тогда можно сказать, что чем больше страданий накапливается в жизни, тем сильнее он страдает. Тогда чем сильнее радуется, а скажите, радостный человек, у него могут быть страдания? У радостного человека не может быть страданий, поэтому, когда человек здоровый, он радуется, а когда человек болеет, он страдает. Тогда путь к тому, чтобы не болеть, что нужно делать? Радоваться, но радоваться искренне. А радоваться, а где же мы страдаем? Так, от чего мы страдаем? Обожралась, не доспала, сволочи, все вокруг меня. Дети непослушные, дети идиоты, муж идиот, соседи кретины. Дальше страна философов. Дальше правительство, деньги. Да. Начинается в трамвае: как ваши дела? Не дождетесь, у меня все хорошо. Да. Знаете, как говорят, как ваши дела? Вынужден вас разочаровать. В моей жизни все очень хорошо. И вот начинает человек просто сам для себя находить страдания. Начинает находить страдания, начинает бурчать, при этом остановиться не может. Не может, после этого говорит: ой, блин, что же я так извиняюсь за это недуховное слово, наговнила. Почему так произошло? Потому что это и есть путь к духовности. А это то, что наговнило, является еще элементом кармы, кармической связи. То есть мама это делала, бабушка это делала, и мне сейчас по карме передалось. Поэтому ничего не могу с собой сделать. Когда вижу красивую, то начинаю говорить, что она 100% нечестно заработала деньги. То есть, потому что так говорила бабушка, ее бабушка говорила тоже так, и мне по карме передалось. Вот это уже кармические проклятия. Когда человек говорит: у меня кармические проклятия, я обычно говорю: у вас в течение дня есть бесконтрольное желание кого-нибудь оскорбить? Есть, тогда проклятие существует, все в порядке. А если нет, если никого обсасывать не хотите, знаете, если вы никого не хотите обсасывать, то вы уже давно замужем.
Андрей Андреевич, я не могу выйти замуж, не обсасывайте никого. А то вы так и не выйдете замуж. Почему? Ну, потому что вы не двигаетесь к пути духовности. Вот то, о чем я рисовал, это путь высокой духовности. Это либо через выводы, которые вывод, или через потерю этих выводов, разочарование, желания, нереализованные желания. Они разрушают обыкновенного человека. Как же может прожить человек по пути к духовности? Мы должны стараться находить по чуть-чуть элементы радости. По чуть-чуть элементы радости. Поела, ай, как вкусно. Почему как вкусно? Вкусно не может быть мало, это лично мой принцип. Я всегда говорю, вкусно и много. Почему? Потому что я живу не как все. Я живу в трансперсональных программах. А это еще что? Я сажусь, у меня много еды. Я обычно говорю, надо же, я не могу понять, как у меня так происходит. Сколько не съем, все время не поправляюсь. И после этого ем как не в себя. Почему я это делаю? Я специально создал эту программу и сам в нее поверил. Можно ли, работает ли это? Ну, представляете, почему? Но работает же у людей, которые говорят, надо же, что не съем, от всего поправляюсь. Но если ваше все, что не съем, от всего поправляюсь, работает, то моя, сколько бы ни съел, надо же, как не все, худею. Моя так работает. Представляете, вы просто не верите. А вот начните так делать и начнете худеть. Это люди не верят в это. Я вам говорю, наш организм, он этому подчиняется. Что же происходит? Я сажусь вечером и говорю, надо же, каждый раз, когда я объедаюсь, то постоянно после этого теряю килограмм. И после этого, как бы не объелся, обязательно на следующий день, я извиняюсь за подробности, там расслабляет кишечник, и после этого все меня покидает. Объяснить вам почему? Потому что мое сознание, оно работает через программу, и оно главнее, чем все мое физическое тело. А вы просто думаете в старых программах, что вы уже обо всем все знаете и живете через призму своих выводов и концепций трансперсональных. Вы считаете, что моя программа, ой, я никак не могу меня никак не могут взять на работу. Ой, как же я так могу устроиться, если уже такая старая, мне уже 42 года, и меня уже никто не берет на работу, да? Ой, меня вообще, кто же меня возьмет замуж, если я старая, больная, с больными зубами и так далее. Так я вас поздравляю. Нужно менять программы, нужно их выписать прямо эти программы. Или выпить 100 граммов, что там обычно люди выпивают, коньяка, и после этого сесть со своей подругой, и после этого пожаловаться ей на жизнь. Сказать, вот у всех нормальных, а у меня вечно как никогда. Только записывайте все на телефон. Ну что, давай продолжим еще по стакану, да? И после этого, вот, на работу не могу устроиться, и в жизни все дает трещину, на работу не могу устроиться, все очень плохо, и эти дети вечно непослушные, и там поправляюсь, что не съем, от всего поправляюсь. Потом через 2 дня, когда придете в нормальное состояние, найдите запись. После этого выпишите короткие, а имеющие начало, имеющие конец программы, которые могут выглядеть так. Не нахожу никак нормальных мужиков, одни идиоты. Это ваша персональная программа, вы в нее поверили. Теперь нужно изменить программу. Я не знаю, какая-то особенная, мне находят только богатые мужчины. Ага. Скажите, это может работать как трансперсональная программа? Ну да. Вот так ее и нужно ломать. После этого покупайте еще одну бутылку. И отрабатываете, приходите к своей подруге и говорите, ничего не могу сделать, что-то такое произошло, и что-то такое особенное произошло в моей жизни, теперь на меня накидываются только богатые мужчины. И ничего не могу с этим поделать. Она, да ладно, наливай все. Почему? Иногда это, я говорил о том, что врать нельзя. Помните? Говорил о том, что врать нельзя. Нет, это не врать, это трансперсональная внутренняя программа. Дело в том, что она сначала входит в сознание, а потом появляется. Вы же наврали себе, что сколько бы мало едите, вообще знаете, что такое калории? То есть, если ты поедаешь калории, то ты должен превращаться в определенный вес, правильно? И мы уже об этом знаем. Так вот, вы же едите мало, у вас калорий нет, но тогда вы поправляетесь, тогда это у вас психосоматическое поправление. Тогда туда уже ввязалась ваша построенная программа, в которой вы себе сделали установку. Она звучит так, надо же, я уже скоро от воздуха буду поправляться. У меня сегодня была женщина, она говорит,
Я не знаю, у меня такое ощущение, что я от воздуха уже поправляюсь. Я говорю, вам уже, я говорю, у вас уже есть ощущение, будто астма? Она говорит, как вы узнали, Андрей Андреевич? Конечно, вы сначала поставили, она сначала поставила себе программу, что у нее от воздуха она поправляется. А есть же вторая программа, я не могу больше поправляться, мне уже надоело, мне надо спасать. Тогда как спасать? А ну сложите их между собой. Спасать нужно тем, чтобы не дышать. Да, правильно. Спасать нужно тем, чтобы не дышать. Вот это не надо было ляпать. Человек так наляпал себе, получается, что сам в своих программах заблудился. Соедините их между собой, у них, у этих программ есть особенность, они синергируют, объединяются между собой. И у нее получается выход или решение цепляния за жизнь звучит так. Я умру, если я не похудею, а не похудею я, потому что я даже от воздуха поправляюсь. Тогда что нужно сделать? Организм говорит, она умрет, если она не будет худеть, перекрываем воздух. Понятно? И начинается астма. Я говорю, часто болеете бронхитом? Она говорит, я не знаю, с марта прошлого года стабильно кашель, бронхит, пневмония, лора, там, ухо, горло, нос и так далее. Никак не могу. Почему? А не надо было ляпать, что от воздуха худеешь. Вернее, от воздуха поправляешься. Правильно? Зачем надо было говорить? Нужно было говорить, что сколько не съем, столько денег и как-то приходит вообще. Вообще такая особенная стала. У меня процесс особенности какой-то. Вот прямо ощущаю, как вот не стоит мне руку поднять, я ощущаю прямо все деньги в мою сторону начинают двигаться. Только карманы открывай, понимаете? После этого подруга будет говорить, наливай. Не могу понять, когда хожу, все мужики только на меня смотрят. Что они во мне находят? Понимаете? После этого все будут смотреть. Только неправильная программа. Не только смотрят, еще и хотят со мной познакомиться, аж падают, когда бегут на перегонки. После этого вы не верите, ваши программы не верят, но они срабатывают. Просто это не нужно повторять как аффирмацию. Почему? Короткие работают лучше, чем много раз произнесенные. Почему? Плюс вот так. Единица плюс-минус единица равняется ничего, 0. Помните эту математику, да? Единица плюс-минус единица равняется 0. Потому что одна единица была на отрезке за нолем, а другая единица была перед нолем. После этого одна единица соединилась с этой единицей, и между ними произошел 0. Точно так же и человек. Каждый раз, когда он говорит любые фразы, то эти фразы, они идут в противовес. Грубо, они энергетически становятся минус единицей и плюс единицей. Если вы 2 раза повторяете одну и ту же фразу, то они аннулируются и как программа не работают. Поэтому 1 раз лучше произнести или 2 раза? А скажите, 1 раз или 10 миллионов раз, это будет равняться 1 или 0? Конечно. Поэтому, когда человек говорит, я буду себе делать внушение, я замечательная, очень красивая, с длинными волосами, там бла-бла-бла-бла, ничего не боюсь в жизни, я самая первая. После этого так, надо это произнести 100 раз. После этого это то же самое, что вы бы сказали 1 раз. Почему? Они аннулируются. Каждое повторение убьет предыдущее повторение, если там есть смысл. А если смысла нет, то добавится. Вот смотрите, у нас есть заклинания, у них смысла никакого. Поэтому они все идут как +1, +1, +1. А если бы там было слово, которое мы знаем, или которое бы хоть что-то значило, то тогда бы это было -1, +1, обнуление. -1, +1, обнуление. Таким образом, очень часто именно на обнуление мы и попадаем. Итак, а что же нужно делать для того, чтобы никогда не болеть? Радоваться. А чем мы лечим людей? Вот смотрите, человек больной, он страдает. А мы хотим этому человеку помочь. И после этого мы должны сделать все для того, чтобы этот человек начал радоваться. Тогда чем мы лечим? Радостью, правильно? То есть у нас должно быть радости больше, чем у этого человека страдания. Поэтому, когда вы приложили руки к зубной боли у человека и ждете, что ему поможет, то вы должны знать, что же вы отдаете этому человеку. Накопленную свою персональную радость. Поэтому, когда ко мне целители приходят и говорят, Андрей Андреевич, я не знаю, я себя начала так плохо чувствовать, уже защиты не помогают, вообще ничего не помогает.
Я обычно говорю, а вы знаете, чем вы лечите? Нет. Я им говорю, если человек страдает, а вы лечите его, и он после этого начинает радоваться от того, что он вылечился, то чем вы его полечили? Не знаю. А я говорю, вы лечите этого человека, отдавая ему накопленную радость, то есть психическую энергию. Человек говорит, да, я-то думаю, чем же я его там лечу? А мы же там все белый свет пихаем в затылок. Там все пырхаем, пукаем и так далее, а не понимаем, а там все равно чем, обними человека, испытывая радость, после этого или просто подержи на нем руку, и после этого этот человек выздоровеет. Почему? Потому что вы свою радость отдали, потому что, но здесь есть еще элемент черной магии. Элемент черной магии звучит так, а если вы очень сильно страдаете, можете ли вы помочь человеку страдающему? Да. Если вы сильнее страдаете, чем человек страдающий, то тогда вы к своим страданиям можете отобрать его страдания тоже. Поэтому здесь как плюсы и минусы. Вот смотрите, я целитель, который уже развалился. То есть у меня болит попа, уже болит голова, и в моей жизни весь мир бардак, да. И солнце, как там писали, непонятно где светящий фонарь. Могу сказать, что у человека вот это состояние внутреннее, когда он все время начинает страдать, оно накапливается. Нету никакой радости, он постоянно смотрит новости, постоянно ищет возможность, чтобы пострадать, ему все плохо, все во всем виноваты. Он ищет причины, чтобы что-то вспомнить, вся его жизнь это события, через которые их нужно только жалеть. Скажите, этот человек может быть эффективным целителем? Да, конечно. Он может прикоснуться к человеку, который только начал страдать, и забрать на себя страдания. Это тоже элемент, это как элемент черной магии. Таким образом, человек сначала, вот как сегодняшний целитель, девочка приходила, говорит, я знаменитый целитель, у меня очень в жизни получалось целить раньше, у меня очень получалось, а сейчас начинаю ощущать себя плохо. Не смотрю, она такое, она женщина, которая в детстве катушкой. Знаете, там смешно от всего пролетело, ха-ха-ха. Там кто-то с кем-то посмеялся, а-ха-ха-ха-ха. И вот ей все время было смешно, весело, вот такой вот тонкая настроенная натура, все подмечала от всего, все ее веселило. И она говорит, я с такой легкостью лечила людей, прям ха-ха-ха, ха-ха-ха. А потом лечила, мне как-то начало становиться хуже, и вот меня сейчас накрыло, Андрей Андреевич. И она пришла, естественно, в 200-килограммовом весе здесь общего тела. А почему она поправилась? Потому что она разучилась получать радость, и единственная возможность сейчас испытывать состояние радости, это получить это состояние радости через использование пищи. Ей же нужно как-то еще целить, правильно? И что-то поломалось, говорит, и теперь я уже каждый раз, когда делаю человеку, то мне становится гораздо хуже, чем раньше, от того, как это было раньше. А почему так происходит? Потому что раньше она трансформировала, то есть отдавала небольшое количество своей радости, и при этом особо там трансформировала после этого вот ту безрадостность, которую получала от человека. А сейчас она живет исключительно в элементе страдания, она растратила свою радость, и теперь ей приходится находить возможности альтернативной радости, и даже это закончилось, потому что организм перестал от пищи испытывать состояние радости, и у нее началось награбливание. То есть она уже лечит не тем, что она трансформирует, а тем, что она просто является мусорным ведром. И теперь у нее все изменилось в жизни. И она говорит сегодня, а что же дальше делать? Может, поставите за $100 на меня какую-нибудь защиту? Я говорю, ничего не поставлю вам, никакую защиту. Она говорит, почему? Потому что вы должны изучить концепцию целительства. А оно заключается в том, что вы начнете испытывать радость. А вы возьмите ручку сейчас, я ей говорю, возьмите ручку свою и посчитайте, сколько у вас есть радостных моментов на протяжении жизни. Сколько их, сколько? У вас есть дети, вы от них радуетесь. Вы выспались, вы от этого радуетесь. У вас есть красивая одежда. Вы вообще последний раз себе покупки, когда покупали. Вы тратите, испытываете радость. Вы вообще рисуете, может, испытываете радость. Музыку слушаете. Где ваша радость? От чего она у вас есть? А у вас, ну, нету радости. Я же все время на работе.
Ну, если вы все... А говорит, у меня вокруг люди, которые хотят мне только навредить. Я говорю, вот, началось. Что она делает? Она включает эмпатию, и после этого она начинает сильнее страдать, сильнее страдать, сильнее страдать, сильнее страдать. Она говорит, и что же мне теперь делать? Это что, мне теперь целителем не работать? Я говорю, почему? У вас сейчас будет даже лучше получаться, чем раньше. Почему? Потому что собирать напрямую, ничего не трансформируя и не отдавая радость, легче. Поэтому, если вы больны очень сильно, то тогда начинайте становиться целителем. Поэтому вы сможете помочь большому количеству людей. Помните бабушек с вывернутыми руками, которые яйцами лечили? У них лучше получалось, чем после их смерти у новых молодых женщин, которые пробовали яйцом выкатывать. А почему у них получалось лучше? Потому что они болели сильнее, чем те, которые после них приходили. У меня была женщина в Виннице, она говорит, надо же, бабушка мне передала, но ко мне начало меньше клиентов ходить. И тогда я ей сказал, слушай, у тебя все впереди, поверь мне, когда ты натянешь на себя побольше, то у тебя клиентов будет побольше. Просто у тебя сейчас не особо получается, ты слишком хорошая. Тебе надо еще немножечко. Я говорю, ты просто участвуй в социальном мироустройстве, смотри побольше фильмов, которые пугают человека, там, участвуй, может быть, в какой-то политической деятельности, чтобы можно было там кого-то ненавидеть, и все будет хорошо, и после этого ты будешь профессионально выкатывать яйцом и воском, чем захочешь. Все будет получаться, не переживай. Знаете, как жалко этих людей? Ведь она сегодня пришла как надутый шар, в середине нее куча трагедий. Они после этого объединяются, у нее спазмы то в груди, то в голове, то в животе. Я говорю, это панические атаки. Это ваши вспышки радости могли бы быть, а сейчас это вспышки в виде панических атак. Я говорю, зачем вам так страдать? Она говорит, ой, ты ничего не понял, у меня благотворительные, у меня богоизбранные иконы, я людей вожу на иконы, сама иконами лечу, вот Пантелеймоном целителем вокруг человека походила, и все, и мои целительные иконы вылечили, я ничего не беру, читаю просто «Отче наш» и иконами лечу. Я говорю, как это жестоко, человек прожил свою жизнь, с него списали иконы, а теперь в него будем сбрасывать еще и заболевания. То есть это существо, которая прожила и сейчас находится в астральном мире, скорее всего, страдая от того, что не может выпутаться из этого астрального мира, потому что христианская церковь сделала из этого существа астрального раба. И после этого в него еще и болезни выливают. Вы представляете? Там это существо испытывает тяжелейшие страдания. То есть это страдания, которые даже гипотетически невозможны человеку испытать на протяжении обыкновенной своей жизни. Поэтому, когда там какая-то Серафима, и ее икона ездит, и люди туда сбрасывают свой негатив, поверьте мне, это женщина, которая страдала при жизни и попала в астральную проекцию вот этого поля, там живет в настоящем аду, где ее там заставляют, я не знаю, что делать, в трансперсональном аду. Ну, вот так. Поэтому, друзья мои, самое важное, что есть в жизни человека, это не страдать. Улыбаться – это не значит радоваться. Представляете? Улыбаться – это не значит радоваться. Быть радостным – это не значит радоваться. А что такое радоваться? Радоваться – это когда рядом с тобой есть дети, и ты их можешь видеть. Вы представляете, в этот момент у тебя происходит радость. Как? Я не знаю, но там как-то соединяется. Потому что ты понимаешь, что это ребенок, от которого зависит его, от тебя зависит его жизнь. Что этот ребенок безвозмездно к тебе тянется, что это тот человек, который часть твоей жизни. Ты это все осознаешь. Почему? Самое печальное, что может пройти с человеком, это то, что он может прожить и не увидеть радость. Самое печальное. Радость заключается во всем. Радость смены погоды, радость детей, которые растут рядом с этим человеком, радость зарабатывания денег, радость отношений в семье, радость любимого мужчины или любимого женщины только за то, что они часть жизни, радость понимания того, что у тебя есть там имущество, автомобиль, еда и так далее. Вот это все радость. А очень часто люди начинают думать, и эти мысли, они начинают становиться такими, так, блин, что же делать, так поем, так. После этого ребенок подбегает, там, папа, давай со мной поиграем с папой. Слушай, отстань, тут мысли только важные пришли. Тут нужно думать, что же делать. Тут вообще между разными партиями конфликт. Тут нужно вообще это все выруливать.
И после этого ради чьих-то идей, вообще непонятных каких-то мотивов у человека появляется омраченность, о которой писали даже в старинных тибетских, буддийских, там каких-то еще книгах индийских. Там писалось о том, что человек может быть омрачен воспоминаниями, человек может быть омрачен бесконечными переживаниями, забывая, что жизнь устроена по принципу того, что ей нужно радоваться. Если даже не получается радоваться, то по чуть-чуть себя обучать. Из этого следует вывод. Как научить себя радоваться по чуть-чуть? Говорите себе иногда такие слова, как я учу. Я счастлив, потому что и дальше этот человек является частью моей жизни. Или я счастлив, потому что у меня есть на чем сидеть. Или я счастлив, потому что на мне есть обувь. И после этого вы поймете, как вы счастливы на самом деле в этой жизни. Почему? Потому что чем сильнее человек страдает, тем ниже его опускают, для того, чтобы потом он начал по чуть-чуть вылезать и понимать, что он от чего-то счастлив. Когда вы говорили: о, спасибо тебе, Господи, нужно было не это говорить. Нужно было говорить: я счастлив, потому что, и дальше за что спасибо. Потому что вы часто говорили: спасибо тебе за это, не понимая вообще, за что вы говорите спасибо, и кому тоже. Вы что думаете, Бог проститутка, его нужно благодарить или что? Такого не бывает. Существо, которое делает миры, оно не нуждается в том, чтобы человек даже в его сторону смотрел. Почему? Люди слишком мелки перед божественной энергией. Мы слишком мелки, слишком неинтересные, слишком мелочные. Почему? А посмотрите на любого человека. В чем заключается жизнь такого человека? Она заключается только в том, чтобы каждый день есть и где-то спать. И после этого обрести потомство. В чем заключается жизнь обычного человека? А в чем заключается жизнь Бога? Она заключается в миллионах действий и в миллионах всевозможных проявлений. Представляете? То есть это механизм, который постоянно смотрит за тем, чтобы все жило и все существовало в гармонии. И после этого никчемное существо в виде человека говорит: слышишь ты, спасибо тебе, все нормуль. И после этого скажите, человек имеет право вот так вот относиться к божественной энергии? Нет. Но он может, даже не задача, он может верить, потому что в Бога можно только верить. А что значит верить? Вот смотрите, спасибо можно сказать человеку, который на тебя отработал, но спасибо Богу нельзя сказать. Почему? В Бога можно верить словами, что скоро у меня это будет. То есть скоро у меня будет, и после этого это является верой, потому что вы верите в то, что скоро будет, тогда он для вас это скоро создает. Почему? Ему не сложно, потому что все в его гармоничных руках. Просто человек ничего не хочет обычно. Люди так искренне ничего не хотят, а если хотят, то они пытаются сказать об этом и делают неправильно. Почему? Подумайте сами, у Бога уши есть? Давайте я отвечу: нет. А глаза у него есть? Нет. Почему? Если были бы глаза, уши, рот, то тогда бы он, скорее всего, когда-нибудь умер. Правильно? Тогда, если у него этого нет, он может слышать или он может видеть, но тогда он не может ни слышать, ни видеть. А тогда что он может или как он чувствует? Он великий порядок. Он великий порядок, который может чувствовать. Потому что если кто-то зашел с плохим настроением, то этого человека можно почувствовать, даже если этот человек ничего не говорит. В курсе, да? Как вы почувствовали? Вы почувствовали тем местом, где у вас есть небольшое количество Бога. То есть вы почувствовали тем местом, через которое вы чувствуете Бога. Бог связан с вами через элемент ваших чувств. Если у вас очень плохо с чувствами и вы там страдаете, то тогда божественная энергия увеличивает чувства или увеличивает количество страданий, чтобы вы как можно быстрее перестрадали, умерли и переродились в новом человеческом теле. А когда человек не понимает этого и увеличивает страдания, то тогда страдания приплюсуют страдания, и тогда человек быстрее умрет. Конечно же, женщины и мужчины, они считают, что мы там можем кого-то найти, мы хотели бы жить с кем-то, там, Господи, помоги нам найти любимого человека и так далее. Здесь нужно задать вопрос: когда вы думаете об этом любимом человеке, который скоро в вашей жизни появится, у вас присутствует элемент во время этого радости? Если он не присутствует, тогда шансов никаких.
Если думая о мужчине или думая о том, что вы будете с кем-то жить, у вас есть радость, как радость, если все вокруг были только козлы, если 15 браков было и были одни недоумки какие-то, если даже отец был не самым лучшим человеком из класса мужских двуногих существ. Естественно, можно ли сказать, что теперь я буду там счастлива от того, что я буду жить вот с таким же человеком, которые попадались. После этого женщина, давай познакомимся, или давайте познакомимся. Все мужики там, после этого любое знакомство, любой разговор, любой мужчина, любой даже намек на это будет вызывать у женщины страдания. Тогда скажите, если это то, от чего вы страдаете, это должно появиться в вашей жизни? Нет, конечно, тогда оно вам надо. Тогда оно вам надо. Тогда зачем это? Чтобы жил себе Петя, всю жизнь работал сварщиком, для того, чтобы найти вас, для того, чтобы отдать свои деньги, за то, чтобы вы выплатили кредиты, потому что вы уже сами не можете выплачивать, отдавать вам деньги каждый вечер. Там, и... Ну а в чем смысл получается? Где радость? Если бы люди сошлись, они бы могли на фоне радости сойтись какой-то, да? Он умел на гитаре играть, я умела танцевать, вот так и сошлись. Да, он умел красиво разговаривать, все время обманывал, я во все верила, и у меня от этого кружилась голова. Боже, люди на фоне радости сходятся, вы представляете? Почему брехунам везет? Ну, потому что если бы о них знали всю правду, то, скорее всего, за них бы никто замуж не вышел. После этого надо же, он такой брехун, ну да, это его элемент выживания, он же тоже вид в природе, понимаете? Поэтому он должен что-то делать для того, чтобы продлить свой род. Только уже вот таким методом, понимаете? После этого я не могу жить с этим мужчиной, он брехун. Я вообще вам могу тайну рассказать, все мужчины такие. Это нормальный процесс, ничего с этим сделать нельзя. Нужно понять это. Любая мужская энергия, у нее свойство такое разрушение и ложь. Ничего с этим сделать нельзя. Любая женская энергия, правдивость и созидание. Вот так мы и строим. Девочки-песочницы построили пасочку, мальчик прибежал, растоптал лопаткой, да? Кто возмущался, лопаткой по голове дал еще. Вот такое созидание в жизни. Так вот этот мир устроен, понимаете? Мальчика слушаешь, который девочкам что-то рассказывает. Если кто-то нравится, то на уши нельзя накрутить столько лапши, знаете. А если никто не нравится, то правду говорит. Понимаете? Почему? Потому что у мужчин это может быть проявлением любви в раннем возрасте. Представляете? Так дети рождаются, у них есть элемент, они любят своих одноклассников, они любят своих там преподавателей, любят родителей, и они мальчики. И они могут быть склонны к тому, чтобы привирать. Вы представляете? А их пытаются воспитывать. Не стоит, у них будет больше шансов реализоваться в жизни. В этом плохого нет на самом деле. Это психология. София Иванова пишет, София Виват. Кто она? София Виват? Спасибо за подарки, поздравляю вашу школу, любимых с праздником. Спасибо. Андрей, а как же так? Энергия благодарности имеет определенные положительные вибрации. И эти вибрации мы благодарности посылаем в космос. Мне казалось так. Здесь много слов, которые непонятны. Среди них непонятное слово «посылаем». Мы благодарности посылаем в собор Парижской Богоматери, понимаете? Вы точно уверены, что ваши благодарности пошлются туда, куда надо? Скажите, вы на благодарностях пишете элемент адресата, а вы уверены, что эту благодарность получит тот, кому она адресована? Какой космос? Вы что, думаете, что черная пустота, в которой крутятся звезды, она может что-то вам обратно отослать или что? Что с вами? Не могу вас понять. Вы вроде в институтах учились, слушайте. Конечно же, шлите дальше. Дальние страны шлют телеграммы, рады за нас. Только они далеко. А у нас уже на улице час. Я вам скажу так. Вот эти вот эзотерические направления, о которых я уже обещал не разговаривать и даже не говорить, они не могут ничем похвастаться. Они совершенно не могут ничем похвастаться, кроме популяризации и популизма.
Очень часто человек говорит, что Андрей Андреевич, я уже столько семинаров прошла, но начала проходить ваши ступени, после этого мне стало лучше. Я ей верю, такому человеку, объясню вам почему. Дело в том, что такая популяризация одних и тех же благородных истин, которая основана там, ну, просто на том, что делали предки, или на том, что было у родителей, или еще кто-то там обучал этому, оно не подтверждает своей эффективности. Скажите, вот вы в свое время в большом количестве, скорее всего, там благодарили, там посылали в космос и так далее. И что вы в итоге получили? Лучше бы не посылали, понимаете? Это же лишняя энергия. Посылали, посылали, посылали ее. Слали в космос. Вы знаете, я никому никогда благодарность никуда не посылаю. Объясню вам почему. Я благодарность стараюсь создать. Я стараюсь сосредоточиться на том, насколько я могу быть благодарен тем людям, которые умудрились жить со мной в моей жизни. Когда я выбирал свою женщину, я себе думал так. Я подумал, я хочу владеть этой женщиной и хочу прожить жизнь так, чтобы прожить с ней навсегда. Я хочу, чтобы этот человек был для меня как постоянный человек, о котором я могу постоянно заботиться. Почему я решил так сделать? Это был для меня путь верности, которая не свойственна была мне совершенно в моей жизни. И это путь верности, которая была для меня невозможной. И я не мог объяснить себе, почему это должно быть или почему не должно. И вот что помогло мне разобраться в этом. Я когда-то на улицу увидел собаку, которая ходила и просила у всех еды. Ее один гладил, после этого другой гладил, после этого третий гладил. И после этого какой-то мужик подошел и говорит: не знаешь, чья собака? Я говорю, не знаю. Он говорит, я ее заберу. Я говорю, почему? Он говорит, мне нужна собака, я хочу ее забрать, пусть собака это живет со мной. Он говорит, я все равно одинокий. Я говорю, ну, не твоя собака. Я говорю, не моя. Она говорит, страшная, конечно. Ну, говорит, отмою, постригу, будет нормальная собака. После этого я говорю, а если она бешеная какая-нибудь? Ну, говорит, бешеная, уколы сделаем, все в порядке. После этого ее там, нюму. После этого собака к нему подошла, он ее погладил и с собой увез. А потом это была остановка, она называлась Радужная в Санкт-Петербурге, он тогда был Ленинградом. Или я уже не помню, как остановка трамвая. Или Радужная, или Счастливая такая какая-то остановка. И я там возле общежития, я там в общежитии там жил, и каждый день я ездил. Через год я встречаю этого мужчину и встречаю его с этой собакой. Собаку не узнать, она полная такая стала. Я к этому мужчине подхожу и говорю, это что вот эта собачка, которую тогда подобрали? Подходить, а собака начала на меня кидаться. Я говорю, надо же, я тебе столько сосисек в свое время попереносил, а ты на меня кидаешься, как тебе не стыдно, видишь? Чему я это все рассказываю? Представляете, до меня дошло. Мужчина должен, женщина, которая стремится к тому, чтобы жить с кем-либо, она на самом деле ищет того человека, который бы мог нести за нее ответственность. Это как вот эта собака, которая гуляла по... Извините за плохое сравнение. Как эта собака, которая гуляла по улицу и которую все гладили. Вы представляете? Вы представляете, эту собаку гладили. Можно ли сказать, что она была счастлива от того, что сначала один кормит, гладит, потом другой кормит, гладит, потом третий кормит, гладит. Мужчины, обратите на это внимание. Мечтает ли женщина, чтобы ее гладило много людей? Собака, скорее всего, не хочет этого. Вот представьте себя собакой, которая не берет один хозяин, а который то один кормит, то другой гладит, то третий должен покормить, то четвертый покормит. Приятно так жить. И после этого мужчина ищет, я не хочу найти собаку, которая будет жить со мной, извиняюсь за это сравнение, а я хочу, просто почему-то так произошло. Я хочу взять покормить вот так на улице, потом еще какую-нибудь покормить. И я делаю хорошо, я кормлю собак, и это вообще часть моей жизни, я хочу ради этого прожить. Скажите, такие собаки, они родят неправильное потомство, которое будет несчастно? Или потомство, которое родится у кого-нибудь, у какого-нибудь хозяина? Скажите, вот это потомство, которое будет у одного хозяина, оно будет более счастливое, когда оно вырастет с одним хозяином, всегда будет иметь крышу, всегда будет иметь еду? Или вот это потомство, оно должно быть таким же счастливым, как у тех собак, которые родили на улице? Скажите, кто из... Это уже как элемент упрощенной кармы.
Вы представляете, это элемент упрощенной кармы. Точно так же и мужчина, видя женщину, он должен сказать себе, я удочеряю эту женщину, или я несу за нее ответственность, я хочу этой женщиной владеть, я хочу с ней жить. Это как приручить собаку и жить потом с этой собакой. После этого она считает меня хозяином, я несу за нее ответственность. Я своему ребенку даже это рассказал. Вы представляете, будет ли потомство в такой семье хорошим и будет ли у них счастливая судьба? Несомненно. Конечно же, женщины, которые живут и не могут найти никого, и после этого нечаянные встречи, какие-то отношения, вот они себя чувствуют именно как собаки, которых то один покормит, то другой покормит, то третий. Естественно, это неприятно не популяристично с позиции мужчин, не популяристично с позиции эзотерической школы, наверное, все это не популяристично, зато очень справедливо. Я считаю, что если мужчина готов, он может выбрать женщину, которая ему нравится, после этого сказать себе, я готов с этой женщиной прожить, я готов нести ответственность за эту женщину, и после этого с ней начать жить. Я вам могу сказать так, да, не хочется мне верить, да, не хочется мне верить, что я говорю сейчас правду, но я вам скажу так, что путь к высокой духовности заключается еще и в том, чтобы мужчина прожил ради одной женщины всю свою сознательную жизнь. Почему? Потому что этот путь сложный, потому что постоянно будут находиться другие женщины, потому что будут находиться соблазны, потому что будут находиться возможности. И так Бог устроил людей, что у тех животных или у тех птиц, или у тех родов животных, которые связаны с верностью, у них шансов для выживаемости больше, чем у тех, у кого эта верность отсутствует. Вы представляете? Вы представляете, это такая особенность. Это мироустройство. Вы, получается, если хотите, чтобы у вас, как у мужчины, проявился род, появились деньги, появилась реализация, был успех, то вам нужно сосредоточиться и прожить ради одного человека. Я всегда говорю так, это путь, который является одним из самых сложных путей. Поэтому обычно люди его и не выбирают. Поэтому им легче сначала переспать с одной женщиной или с одним мужчиной, потом поискать еще одного, потом поискать еще одного, потом еще одного. И очень часто такие люди ни к чему в итоге не приходят. Почему? Их сознание, оно не двигается на пути к радости. Потому что жизнь с человеком – это не страдание, это радость, где ты каждый день можешь испытывать по чуть-чуть. Радость от того, что растут дети, радость от того, что ты можешь быть кому-то полезным и так далее. И это врожденная закономерность, которая есть в каждом человеке. Почему? Дело в том, что в каждом человеке есть качество такое, это качество желания, врожденное божественное качество, бесконечное желание о ком-то заботиться. Забери у человека возможность о ком-то заботиться, и вы завтра начнете страдать. Я говорю это серьезно. И это качество, оно очень-очень мучает людей. И люди начинают там, выросла женщина, после этого ей не о ком заботиться, она приходит ко мне и говорит, я не знаю, что мне делать, Андрей, что же мне делать? Я обычно говорю, найдите себе жертву, о ком можно заботиться, и заботьтесь. Серьезно, это то качество. Вы думаете, вам любви хочется? Нет. Вы думаете, вам хочется постели? Нет. Вам хочется о ком-то заботиться. Это зрелое качество зрелых людей. Это Бог включает у человека эту функцию, и хоть ты убейся, никуда от этого нельзя деться. И хоть спасибо тебе, хоть не спасибо, будешь страдать, пока не упрешься просто, и пока не заставят о ком-то заботиться. Убегайте от этого без шанса, вас все равно заставят о ком-то заботиться. Будете ходить, будет вот здесь скрестись, и где угодно. Даже у меня есть даже люди такие знакомые, они очень знаменитые бандиты. Они напиваются, у каждого 2 метра там, с половиной роста, по 200 килограммов веса, и такие руки, как мои плечи, знаете. И каждый разговор заканчивается воспоминаниями о том, как они кого-то в нос ударили, и этот человек в воздухе 3 раза перекручивался. И один из них, его Виктор звали, он все время говорил, да, для меня женщины это там, типа, все они меня желают там и так далее. И я всегда удивлялся, как такой человек может нормально существовать. А потом он ко мне приехал и говорит, да не могу я уже. Я говорю, а почему? Он говорит, потому что что-то меня так мучает, вот я не могу вообще понять.
как-то уже не могу я вот так просто так жить. Я говорю, а сколько вам лет? Он говорит, ну 60 уже скоро будет. Семья там и так далее. Он говорит, ну нет, то там 2 по 8, 3 по 5, знаете, это он сидел там, знаете, и говорит, как-то так там не по понятиям было, а потом как-то все засосало, и как-то так все набурлило, и говорит, сейчас нет у меня постоянной там женщины и так далее. И говорит, вот сейчас я, наверное, созрел, чтобы уже там дети у меня были какие-то и так далее. Я говорю, так а что вам мешает? Говорит, я уже и не знаю, как это находить все нужно. Я уже не знаю, говорит, уже как-то и непонятно, а говорит, а хочется, вот, хочется внутри. Почему ему хочется? Потому что это врожденное качество. Зачем женщины, у которых были дети, потом заводят 15 собак и 100 кошек? Потому что должно реализоваться это качество, ничего сделать нельзя. Прописано все. Почему детей усыновляют, почему собак заводят, почему рыбок заводят, откуда берутся фанаты цветов и так далее. Это все оттуда. Нам необходимо все время о ком-то заботиться. Почему? Это и есть любовь настоящая. Представляете? Любовь — это значит проявить физическое действие в сторону какого-либо существа. Это и есть наша любовь. Вот смотрите, почему от любви люди, а почему без любви люди умирают. Если любовь — это отдавание в виде проявления какого-нибудь физического действия, кроме насилия, то тогда можно ли сказать, потому что там кто-то писал, да, физического действия там споймал, изнасиловал и после этого отпустил. Ну, я считаю, что это уровень того человека, который пишет. Это физическое действие поработать, после этого сделать это во имя того человека, ради которого ты работал. Потому что я поработал, и мне самому достаточно. Но я же это поработал и принес в свою семью. А скажите, меня же никто не заставлял это сделать. Тогда для чего я это делаю? Можно ли как-то разумно, логически, через физическую призму это объяснить? Тогда получается физически или через физические принципы объяснить это невозможно. Зачем оно мне надо? Ну вот я заработал, после этого я наелся, лег поспал, после этого на второй день заработал, я наелся, лег поспал, а остальные деньги собрал, сложил. Зачем мне тогда детки, зачем мне тогда жена, зачем мне тогда там покупать недвижимость и так далее? Зачем? Нет, если я так начну жить, то я очень скоро завою волком. Почему? Потому что я даже не найду объяснения, почему я страдаю. Представляете? Я не смогу объяснить, откуда берутся эти страдания, а они появятся. Они будут связаны с тем, что мне хочется, потому что я люблю глаза этих деток своих, потому что я люблю их там просто так, потому что они живут со мной, потому что я люблю эту семью, потому что мне хочется для нее что-то сделать, и мне хочется работать больше, приносить больше и стараться сильнее. Можно ли сказать, это любовь? Да, вы представляете. Но скажите, хватает ли у меня сил дома им рассказывать по 1,5 часа о том, что я их люблю? Слушайте, да кому это интересно вообще? Да кому это интересно? Некогда, когда одна обкакалась, а вторая уже какает, знаете, то все равно вообще твои слова, там, кого ты любишь и с какой стороны это происходит. Что-то я разошелся. Скажите, то, что я вам сегодня говорю, вас это не обижает пока, да? Я еще раз хочу сказать, для человека очень важно что-то делать, и делать это необходимо физически. Любите себя, сделайте для себя физически что-то. Поднимите руки, кто для себя делает что-то физически. Конечно, это выдавили из себя утром там что-нибудь, да. То есть это сделать для себя что-то физически. Старайтесь сделать для себя что-то физически, это должно быть постоянно. Если человек начинает любить себя, он старается физически для себя что-то делать. А это что такое? Это не только умываться, чистить зубы. Если женщина, то она должна делать для себя физически что-то больше, чем мужчина. Вы представляете, это особенность женщины. Поэтому женщина, которая не хочет для себя делать больше физически, меньше любит себя. А у женщин особенность такая есть. Если женщина не любит себя, то тогда мужчина, который рядом с ней находится, перестает любить ее и перестает любить ее детей. Если они есть, совместных даже. Поэтому женщине нужно физически для себя что-то делать. Почему-то я вспомнил такую историю очень интересную. Там
У женщины был выбор. Ей мужчина предложил, очень богатый мужчина, долго за ней ухаживал, директор медиахолдинга московского, очень богатый человек, знаменитый. Очень долго за ней ухаживал, такой лысый, в круглых очках. Так страдал. У него жены нет у этого человека. Жена была, она там от чего-то умерла, от онкологии груди или еще от чего-то. У него уже взрослые дочери. И вот залип он на эту тетю. Представляете, а тетю там Оксана, по-моему, зовут. И вот он эту Оксану обхаживал, и там уже с ней летал куда-то, и так эта Оксана нравится ему и так далее. А потом нашелся какой-то мужчина прямо возле подъезда, приехал на Ланосе, знаете, вышел, похож на болгарина, такой с черной бородой, карие глаза, такой весь дерзкий, знаете, и с этой Оксаной там. И после этого тот бы мог создать там яркие условия, ну и очень хотел о ней заботиться. А тот, который был вот этот вот мужчина болгарин, он ей купил стиральную машину после родов ребенка. И после этого приехал этот мужчина и говорит, ну я ее люблю, я же ее не бью, я вообще ей стиральную машину подарил. И после этого говорит ей, слушай, а что ты хочешь вообще? Тебя что, это не устраивает? Ну и пошла тогда. Я говорю, вот это да. Скажите, вот этот мужчина, который физически ничего не хотел для нее делать, он ее любил или нет? Ну, скорее всего, что-то у него было не так. То есть физическая любовь или слова, которые говорит человек, не подтверждало его, наверное, отношение к этой женщине. Почему мир устроен так, что у женщин или у мужчин появляется, почему у женщин холостых появляются любовники? Почему мир так устроен? Ведь Бог, он гармоничный. Почему он вдруг умудрился заставить людей изменять своим женам, которые, скорее всего, красивые, умные, там еще какие-то. Объяснение этому есть. Хотите, я вам расскажу. Объяснение заключается вот в чем. Холостой женщине нужно хорошо выглядеть, согласны? А для того, чтобы хорошо ей выглядеть, она должна вкладывать в себя деньги, согласны? Но у нее же нет мужчины, тогда кто же вложит в нее деньги? Ведь для того, чтобы выйти замуж, ей нужно, чтобы она выглядела хорошо, была одета в красивой одежде, и там очень-очень хорошо, ну, хорошо внешне выглядела. Тогда скажите, если у нее появился такой любовник, то тогда он должен что делать? Спать с ней или вкладывать в нее деньги? Вкладывать в нее деньги. Поэтому, если вы молодая, холостая женщина, то делайте так, чтобы не спать просто так. Любишь меня, пупсик? Да, iPhone 7. Я очень страдаю, я тебя не вижу, ты мой зайчик. Когда ты ко мне приедешь? Ну, я не знаю, что она там может еще написать. Я могу приехать, когда там, я не знаю, когда он может приехать там, когда поеду на работу, да. После этого, ну, приезжай, после этого, ты самый особенный, тебе нравится твоя куколка, нравится, ну, тогда я должна выглядеть лучше. Если выглядеть лучше, тогда там шуба, тогда соболиные шубы есть очень хорошего качества. Норковые шубы могут быть хорошего качества, знаете. После этого женщина идет красивая, ухоженная, брови выщипанные, на руках золото. После этого, извините, если так подробно, с депиляцией. После этого мужчина к ней подходит, говорит, женщина, хочу с вами познакомиться. Вы говорите, а вы свободный мужчина? Свободный. И я свободная. Почему я тебе понравилась? Ты такая ухоженная. Ну правильно, я ухоженная, потому что кто-то меня проспонсировал. Из этого следует вывод. Не стоит никогда женщине просто так с кем-то встречаться и спать. Особенно если этот мужчина... Если бы женщины не были бы доступны для женатых мужчин, а просили бы за это, я извиняюсь, что я это говорю, а просили бы за это какие-то дорогие подарки, то тогда мужчины бы не изменяли. А из-за того, что такие женщины доступны, и почему-то существует такое слово, как любовь, ой, я его люблю, я не знаю, что делать, да. Любовь придумали те люди, кто хочет бесплатно с кем-то переспать. Поэтому не верьте в это. В случае, если весь мир будет таким и
такие женщины начнут что-то требовать у таких мужчин, это очень хорошо, это воспитает таких мужчин и будет больше семей, которые будут жить хорошей жизнью. Так к одной пришел, попросила $1000, к другой пришел, попросила $1000, 100 раз подумает перед тем, как кого-то искать. А дома жена скажет, а что это у нас не хватает из бюджета денег? Раньше получали, сейчас не получаем. И задумается лишний раз, когда пойти. Потом все взвесит. Знаете, чем можно воспитать мужчину? Длинным рублем. То есть после этого берите побольше. Говорите, я вообще хочу открыть частный бизнес, и мне не хватает средств, но ты должен мне в этом помочь, поучаствовать и так далее. Ты же любишь свою принцессу. Ну, любишь, плати. А то я буду работать и приносить домой, а спать буду с тобой. Нет, давай так, ты приносишь мне, а спи дома, понятно? Ну, кто не согласен с этим? Анна Ритеш пишет. Разве хорошо вот так спать с одним и тем же за iPhone, грубо говоря? Может, лучше дождаться своего мужчину? Это вообще самый лучший вариант. Это вообще самый лучший вариант. Но я просто говорю, что варианты такие, другие, тоже существуют. Если бы их не было, то тогда я бы о них не говорил. А раз они существуют, то этому должно быть объяснение. Я вообще считаю, что в случае, если было бы так, что женщина и мужчина встречаются только после того, когда мужчина реализовался, то эта реализация должна была бы быть такой. Вот смотрите, женщина с мужчиной начинает встречаться, и она говорит, что я на все согласна, я буду с тобой обниматься в подъезде, целоваться в подъезде, что хочешь делать. Но постель у нас произойдет только после того, когда у тебя будет двухкомнатная квартира, хорошая должность или хорошая работа, а также у тебя будут какие-то сбережения в виде там $10 000 хотя бы, там $15 000, чтобы можно было рассчитывать, или там хотя бы снятая квартира и так далее. Вот тогда я готова лечь с тобой в постели и спать. Но у нас же женщины так не делают. У нас женщины почему-то стали доступными. Конечно же, какая-то женщина может написать, а лучше дождаться своего. Я не знаю, как умудряетесь вы дождаться. Я не знаю. У меня сегодня приходила женщина, ее дочери 15 лет, она сейчас встречалась с египтянином, который работает поваром, и она сейчас беременна на 11-й неделе. Кого она дождалась, я не могу понять. Он ей ничего не даст, он ее старше на 10 лет. И после этого у них и так доход маленький. То есть кого она дождалась? То есть я не могу понять. Она дождалась, почему она не дождалась? То есть почему-то же это произошло. Ну раз это произошло, тогда можно об этом говорить. То есть бывают такие, кто дождется, такие бывают тоже. А бывают те, кто и не дождался, видите, как она. Вот что заставило этого бедного ребенка вообще вступить с этим египтянином в связь? Что он там ей рассказывал? Я знаю, что рассказывал, что у него была семья, что он своей жене все оставил. Но он же не говорил ей неправду, он же не говорил ей правду, что он сюда попал, потому что невыносимо было жить в Египте, потому что там $30 в месяц заработная плата, а людей живет много, что он умеет только готовить, что научился изучать арабский язык, изучил только в 20 лет, когда служил в армии, и что он ничему, кроме как резать огурцы и жарить шашлыки, делать больше не умеет, и он не сможет организовать ни свой бизнес, естественно, в среде конкурентной, среди которой есть много мужчин, которые имеют высшее образование, имеют много знаний, быть конкурентным египтянину, не будет никакой возможности. Почему? Там арабская страна, а в арабских странах все так устроено, чтобы обыкновенные люди не умели ничего производить, ничего не знали и ничего у них не получалось. Почему? Потому что только богатые может обучить своих детей для того, чтобы только богатые потом управляли всеми остальными, а все остальные только прислуга, персонал, и так далее. Почему? Особенность такая. Не обучи людей, эти люди будут в дальнейшем ни к чему не способны. Правильно ведь, да? Конец. Почему замужние женщины находят любовников? В чем причина неудовлетворенности? Вы знаете, очень часто мужчины считают, что женщина может быть неудовлетворенной. Это неправда.
Потому что это все устроено так. Если женщина имеет работу, если у нее есть дети, то она со временем перестает об этом совершенно думать. Ее это не беспокоит. То есть если этого нет, то это не является чем-то, от чего она может... А вот что, от чего она может переживать или от чего она может страдать? То же самое и у мужчин. Если бы не было порнофильмов, большого количества мелькающих грудей там где-то, то тогда у мужчин произошло бы ощущение, будто это не такая уже слишком прямо животрепещущая тема. Это животрепещущая тема для подростков там, с 13 до 18 лет. У них познание мира происходит. Может, для детей с 3 до 7, они вообще хотят все знать в жизни. А вот у взрослых людей, если бы не было постоянного угнетения, это, знаете, я голодаю, но постоянно пахнет пищей. Я голодаю, но постоянно пахнет пищей. В моей жизни было так. Я когда-то перестал кушать и находился в месте таком, где не было запахов, и в течение дня кушал только небольшое количество там рисовой муки или там пшеничной муки, в которую добавлялось масло сливочное, зеленый чай горячий. И вот такую лепешку я в течение дня ел. Вы представляете, мне совершенно не хотелось кушать. Я так смог прожить длительное время, мне ничего не хотелось. При этом я сидел, людей не видел, мне не хотелось ни интимных отношений, ни еды никакой. Мне вообще ничего не хотелось. Почему? Если ничего не возбуждает твое сознание, то тогда твой организм справляется с тем, что тебе этого не нужно. Естественно, мужчины очень часто преувеличивают, что женщинам им необходимо интим, они ищут любовников из-за неудовлетворенности. Нет, каждая женщина ищет одного навсегда. Это мужчина умудряется не сосредотачиваться, потому что, скорее всего, есть такие энергии или есть такие кланы, которые озабочены тем, чтобы сеять смуту и раздор в виде вот такой популяризации бесконечного секса. Найди как можно больше партнеров, создай иллюзию, будто все на этом сексе помешаны, там, и после этого верь в это. После этого они не будут создавать семьи, а будут создавать только интимные соития. И после этого они будут озабочены на этом, и никто не захочет создать семью. А почему они так считают? Потому что это, скорее всего, вожди. Почему? Потому что семьи управляют миром. Это короли, королевы, какие-то кланы семей, понимаете? Они же стали кланами, там, ну не верите, Хилтон, допустим, это ж клан семей, да? Там, ну эти там короли, понимаете? То есть они создали семью, и они своим детям не разрешают гулять, вы в курсе? Они как раз говорят о целомудрии, помните о первом муже принцессе Дианы. То есть вы помните о том, что вообще у этих королевских особ другое отношение совершенно к социуму и морали в семейных отношениях. Зачем-то же они это делают. Почему? Потому что в этой среде моральные устои, которые могут быть моральными устоями по принципу верности, постоянства, они могут навредить им, и они в дальнейшем могут оказаться конкурентно неспособными. Потому что когда весь мир хочет только одного, с кем-то переспать, то ума не хватает ни на что другое. Вспомните мою картинку в виде вот этой концепции. Если мужчина все время видит только мигающие груди, они везде. Я поражен, они везде. Хочешь посмотреть кино, нажми кнопкой и раздень принцессу. Выстрели из лука, чтобы с нее упало нижнее белье. После этого мужчины какие становятся? Скажите, у них ум прибавляется или нет? Они же как зомбики, они ни о чем думать не могут больше. Они ж тут на этом уровне можно думать только о том, как понравится женщине и о том, как ей не понравится. Все. Ему говоришь, тебе нужна квартира? Нужна. Зачем? Теток буду туда водить. А машина тебе нужна? Нужна. Зачем? Женщин буду катать. А мышцы тебе зачем? Буду ходить и всем буду нравиться, и женщинам буду нравиться. То есть его идея только оплодотворить как можно большее количество женщин. Можно ли сказать, что он будет заниматься предпринимательской деятельностью? Ну, ни одного еще не встретил, которые хотят машину ради того, чтобы возить, хотят квартиру для того, чтобы туда водить, и мышцы накачали ради того, чтобы женщинам нравиться. Ни у одного из них не получилось еще хорошая активная предпринимательская деятельность. Максимум кого-то нашли и что-то отобрали. Но жизнь так устроена, что люди, они же должны сосредотачиваться. А как же ты сосредоточишься, если постоянно эта энергия сдвигается в сторону там
непонятно чего. Конечно же, семьи не будут образовываться. Естественно, женщина считает, что вот я с ним пересплю, он будет сосредоточен, как и я о нем. И будет после этого полностью мне подчинен. И не получается. Почему? Потому что мужчина в этом смысле не может никак сосредоточиться, потому что большое количество импульсов, а импульсы эти создают процесс, при котором мужчина все время в поиске, но не понимает просто, что как бы ты ни искал, это, знаете, как желание не отдавать долги, будут находить возможности их не отдавать. То есть желание не организовывать семью будут искать возможности бесконечного поиска нового полового партнера. И это желание, оно должно быть кем-то произнесено, или желание, оно должно быть четко в виде намерения этого человека. Намерения женщины, намерения мужчины. Женщины склонны к тому, чтобы прожить с одним мужчиной всю свою сознательную жизнь. Еще ни одной в жизни не встретил, у которой было бы желание, и это желание было бы переспать как можно с большим количеством мужчин. Даже в случае, если это происходит, то эта женщина, скорее всего, имеет какие-то элементы или отклонения, то есть ничего не может как-то сосредоточиться, не знает, что ей вообще в жизни нужно. Вы знаете, очень часто у таких женщин наблюдается трагичность. То есть они так ничем и не заканчивают, у них так ничего и не появляется и так далее. Спасибо за разъяснение. Все-таки можно ли применять практику 100 выводов не только для решения вопросов отношений между мужчиной и женщиной, а и для бизнеса, изменения жизненной ситуации? Человеку для того, чтобы в его жизни изменения произошли, финансовые, нужно научиться делать 100 выводов в день или больше, а также научиться элементу концентрации. Помните, я говорил о 4-м пути на 1-й ступени? Я говорил о том, что были такие люди, которые говорили об элементе концентрации. Это люди, которые научились жить настоящим моментом. Я рассказывал о мужчине, который научился концентрироваться, и одним из побочных эффектов у него было то, что у него появилось большое количество денег. Почему? Особенность концентрации заключается в том, что человек не тратит свое сознание на воспоминания и выяснения. Он старается жить в настоящем моменте времени. Таким образом, сознание находится в этом моменте и не размазывается в пространстве временном каком-то эквиваленте. Могу сказать, что это очень важный аспект такой, как научиться этому. Помните, я говорил, элемент с резинкой. Погружаешься, ударь себя резинкой. Вспомнил что-то, ударь себя резинкой. Раздражает кто-то, рассматривай, что перед тобой находится. Учись жить настоящим моментом. Если жить настоящим моментом, то тогда вы научитесь делать 105 выводов или 250 выводов в день. И тогда вы автоматически становитесь очень богатыми людьми. Почему? Чем больше у человека энергии шень в голове, тем больше человек состоится. Поумневший бандит лучше, чем бандит не поумневший. Почему? Да, особенность людей заключается в том, что люди, которые умнеют, они начинают больше заниматься организаторской деятельностью, чем исполнительной. В курсе? Почему? Поумнел. Почему? Потому что как бы ты ни тер, все равно можно найти человека, который будет тереть вместо тебя, а ты будешь организатор. Правильно ведь, да? Это ж нормальный ход вещей. То есть человек, который начинает немножечко думать, у него появляются какие-то идеи, он начинает думать так. Вот сначала я буду работать сам, там, закручивать, откручивать, закручивать, окручивать. Потом говорит так, мне надоело делать самому. Не найти ли мне кого-то, кто будет это делать вместо меня? После этого находит вместо меня и после этого руководит. Кто такой руководитель? Это тот, кто руками ничего не умеет делать. Почему? Потому что зачем мне быть парикмахером? Зачем мне быть парикмахером, если я не умею делать? Тогда я могу быть руководителем. Что я буду делать? Я найду место, которое арендовать буду. После этого посажу туда 4 парикмахеров. Сам стану администратором, возможно, для того, чтобы деньги собирать. И после этого буду каждый вечер звонить и спрашивать, сколько у нас денег. Скажите, я сильно буду работать? Нет, тогда что я сделал? Я организовал. На сегодняшний день организация – это самый выгодный вид бизнеса, который вообще существует. Человеку не нужно ничем заниматься. Почему? Большое количество есть людей, которым необходимо чем-то заниматься. А вы их можете организовать. Вот так, друзья мои. То есть это так легко и начинается. Но а что организовывать? Что будем организовывать? Да что хочешь.
Вот давайте с любого бизнеса начнем. С любого бизнеса начнем. Там на улице продавать кофе. Нашли машину, поставили туда человека, который будет продавать кофе. Наняли юриста, который пошел, вытребовал разрешение в городском совете. После этого поставили это все. И каждый вечер приезжайте вовремя и забирайте выручку. Скажите, вы в этом всем какую роль играете? Самую важную, денежную. Налог платите 1 раз в месяц. Тогда скажите, это легче, чем стоять и торговать самому? Конечно же, торговать самому было бы хуже. Но нужно зарплату платить там и так далее. Очень спасибо за ценности и переданный опыт. Мерси. Спасибо за подарок, Андрей Андреевич. А полотно можно сжимать в 3 раза в день? Можно. Женщина приезжала, которой я скрутил полотно, она за неделю похудела на 14 килограмм. И говорит, Андрей Андреевич, давайте раскручивать полотно. Я говорю, почему? Она говорит, меня депрессии замучили. Почему? Помните, я говорил, если сжимать сильно полотно, то начинает мучить депрессии. Доказательства. Все. Я говорю, нельзя, дождись, потому что программа поставлена на несколько месяцев. Да худеешь уже, потом приезжай. Она говорит, я сейчас поняла, что я сделала опрометчивый шаг. Я же не думала, что так пойдет. Чуть-чуть прибавила. Я говорю, все, худеем. Ничего сделать не могу. Обратно. Я хочу туда, я хочу обратно. Нет, так не будет. Оно ж все обвисло, знаете, теперь. Не могли бы вы еще поподробнее рассказать об обряде обрезания пут одиночества? Видела это видео у вас на YouTube. Обрезание пут одиночества выполняется так. Раз человек испытывает страдания или страдает, вернее, испытывает радость или испытывает страдания, и это мешает ему обрести. Вот смотрите, одинокая женщина страдает от своего одиночества, а замужняя радуется, потому что она замужем. Тогда скажите, можно ли как-то это изменить, зная это? Так уже можно. Итак, садитесь, видите пару, которая идет за ручку, и делает так, какие молодцы. После этого целуются, и делают, целуются, молодцы. Понимаете? То есть, что вы делаете? Вы радуетесь. Что вы делаете? Вы радуетесь, идет мужчина какой-то, вы смотрите на него и говорите, о, мужчина, какой мужчина. Понятно? Вы радуетесь, не делайте так, я гордая, я уже кому-то принадлежу, мифически, виртуальному, историческому. И после этого, извините, после этого не делайте такое лицо, а расслабляйте мускулатуру лица. Нормально, вот так. Конечно же, когда женщина, я уже принадлежу когда-то. Была я когда-то юная, 300 лет тому назад. И я гордая, уже кому-то принадлежащая, понятно. Эх, кто бы меня подошел? Да с вашим лицом к вам может подойти только слепой. Кот Базилио. В черных очках. Но вы ему откажете. Это был единственный для вас правильный вариант. Даже зрячий не подойдет. Конечно, нахлобученная челка. После этого вот такие плечи. После этого, так, кто это подойдет? Сейчас всем вам как покажу, понятно. Муж хочет уходить с нелюбимой работы. Родные не понимают и отговаривают. Подскажите, стоит ли уходить с работы? Всегда стоит уходить с нелюбимой работы. Вообще, делайте так, как я в своей жизни сделал с собой. У меня когда-то были отношения в первой моей семье. Ну, это не было семьей, а были отношениями просто. И наши отношения, они по моей инициативе или от моих незнаний вошли в тупик. То есть женщина не могла больше чувствовать себя хорошо, а я не давал возможности ей себя так чувствовать. И после этого, сейчас, когда я вспоминаю, я стараюсь не вспоминать, чтобы совесть не мучила. Сейчас, когда я вспоминаю, я понимаю, что я сделал все для того, чтобы эти отношения растоптать, знаете. Но тогда я считал, что она вообще должна спрятаться в кастрюлю, накрыться крышкой. И я считал, что это единственная возможность вообще ее счастья. Я вообще был счастье номер 1 в ее жизни, а она вообще не человек. После этого
Мне казалось, что жизнь с ней невыносима, что меня ждут огромные толпы женщин, которые будут охотиться за мной там по городу Киеву, куда я собирался переехать и так далее. Потом прошло какое-то время, вы знаете, конечно же, это было все неправильно. Жизнь нашу омрачала ложь с ее стороны, ложь с моей стороны. Ну, из-за чего, почему, сейчас уже не важно. Такая судьба была. Но вот что было тогда особенным? Я начал жить самостоятельно, и когда я выходил на улицу, я начал радоваться. Вы представляете, меня не омрачало то, что мы раньше, когда жили совместно, она утром кричала, потом по телефону кричала, потом вечером кричала, потом ночью обижалась и обижалась 4 дня. Потом, когда 4 дня заканчивалось, она утром обижалась, в обед обижалась, я приходил, она еще обижалась, потом приходила ее мама, тоже обижалась, потом я срывался, я говорил, хватит обижаться, и они начинали высказывать, потом я обижался. И так вот длилось там 1 или 2 года, это была жизнь невыносимая, к ней прибавился ремонт. Когда ремонт и жизнь невыносимая, тогда вообще невозможно жить, понимаете? И после этого, когда я оттуда сбежал, знаете, то мне было так легко. И я понял, что я в этот момент не видел ни зелени никакой, ни радости никакой. То есть я вот несколько лет прожил, ни зимы, ни лета, ни осени не было. Все время какие-то бесконечное сношение мозга, знаете. И после этого впервые в своей жизни за 1,5 года я вспомнил, что еще и осень, оказывается, бывает. Я вспомнил, что, оказывается, у меня туфли, а нужно осенью одевать уже сапоги какие-то, понимаете. И вот все не мог понять, знаете, все не мог понять, в чем же особенность. И вы знаете, спустя годы я понял, что в те моменты, когда я находил в себе силы радоваться, и ничего не омрачало мою жизнь, то вот это радование в дальнейшем давало хороший бизнес. Я когда-то имел партнеров, ну не имел партнера, это неправильно, а начал заниматься совместным бизнесом со своими партнерами. И эти партнеры, когда я приехал к ним и начал с ними работать, это были муж и жена, то я столкнулся с тем, что они бесконечно страдают. То есть она бесконечно выясняла с ним отношения. Он бесконечно кого-то искал на каких-то сайтах, у него вечно какие-то спрятанные переговоры, он вечно выскакивал, с кем-то там пытался найти общение, там на всех женщин смотрел, знаете. Я не мог никак понять, вроде и женщина красивая. Потом он придумал, что я приехал для того, чтобы его жену соблазнять, там переключился на меня, знаете. И я не мог понять, что я должен сделать для того, чтобы у нас пошел бизнес? Знаете, что я начал делать? Я начал приносить им в семью праздник. А это еще что такое? Я начал им рассказывать или начал говорить, что нужно радоваться хотя бы чему-то. Я говорю, вы же вместе, у вас выбора нет, вы же не собираетесь расходиться. Она говорит, не собираемся. Ну не собираетесь расходиться, тогда в противовес этому сходитесь и живите нормально. Вот так его посадил рядом с ней и говорю, видишь ее? Да. Ты его видишь? Да. Вы мне не нравитесь. Я с вами не хочу, мне не нравится твоя жена, мне не нравится твой муж, вы мне вообще не нравитесь, я с вами хочу зарабатывать деньги. Но для того, чтобы это у нас получилось, давайте будем радоваться от чего-нибудь. И начали чуть-чуть по-другому относиться к тому, чем мы занимались. Чуть-чуть появилось желание вот просто посмеяться. После этого, когда магазин открывали первый, там, 500 метров или 600 метров, то все боялись, знаете, и после этого пришли, и туда приехали какие-то строители, один слепой, один глухой, а один вообще инвалид. И они начали делать для нас мебель, то мы стояли и громко смеялись. И после этого, а заказчик, которому сделали предоплату 80%, вообще 2 недели исчез куда-то, его не было. И после этого я говорю, боже мой, но было весело. После этого весело было, действительно, все было как комсомольские времена, знаете. После этого магазин поставили, все это глухой, немой идиот, все скрутили. Представляете, оно все было лучше, чем у остальных, знаете. Почему? Мы по-другому относились, мы от этого не страдали. И после этого все пошло. Я вообще, когда что-то начинаю, стараюсь это наполнить не страданием, а как можно большим состоянием радости. Вот если бы я дома ругался и после этого переезжал бы к себе на работу и что-нибудь бы делал, то все, что бы я делал, оно бы в дальнейшем ни к чему бы не привело. Вот я целитель. Дома я поругался. После этого и дома у меня скандал.
После этого приехал, приложил руки к кому-нибудь. У этого человека не будет улучшения, даже если я буду направлять туда энергию. Ему на чуть-чуть, на какое-то время станет лучше, а потом будет регресс и будет хуже в несколько сот раз. Понимаете? Я даже знаю, что вот у меня есть книга, вы ее видели, наверное. Я даже когда книгу читал, то у меня в этой книге было очень... Она писалась очень долгое время. Когда эта книга писалась, то были такие моменты, когда мне было плохо, а были моменты, когда было хорошо. И когда книгу читаешь, то какие-то страницы не читаются, они неинтересны. А есть такие страницы, которые хочется читать снова и снова. Почему? Это были эмоции, вы представляете? Мне в одной части не хотелось, а в другой очень сильно хотелось чего-то. Я могу сказать, что элемент радости – это то, что я культивирую на протяжении последних лет. Я себе не позволяю работать, если мне не хочется работать. Я не позволяю раскисать, не позволяю появляться депрессиям, не позволяю себе, наверное, даже забыл, что вообще может быть. Не позволяю воспоминаниям нахлынывать на меня. В случае, если я пытаюсь что-то руками делать, то я к этому отношусь как к творчеству. Вчера было свободное время, я поехал на производство, предварительно начитался книжек и сделал бальзам для губ. Вы представляете, для женщин, который очень красивый. Моей жене привез, она намазала, и оно очень красивое. Знаете, какая фишка получилась? Берешь бальзам, он в середине как жидкий, намазываешь, и он застывает, как будто воск на губах. Так красиво губы становятся вот такими. И блестит, и красиво. Ну, респект. Но я это делал из-за того, что у меня было хорошее настроение, у меня было желание что-то сделать, и у меня было творческий подъем. А если бы я дома с утра дыр-дыр бы делал, да, там, воспитывал бы одних, потом других, потом бы кричал, потом бы волосы на голове рвал, после этого я бы туда приехал, то я вам могу говорить на 100%, у меня бы ничего не получилось. Я бы просидел, перепортил бы кучу там ингредиентов, после этого попал бы в деньги и уехал. Следите за тем, где вы работаете. Вам работа должна безумно нравиться. Мужчина, он же тоже читает. Или мужчина читающий и работающий на кого-то должен для себя понять, либо он бросает чтение, либо он продолжает работать. Почему? Когда вы читаете, мужчины, вы умнеете. Когда вы умнеете, у вас появляются идеи. Эти идеи заставляют вас уже не работать на кого-то. Разумно, да? После этого просто не нужно нарушать принцип, который звучит так. Никогда не повторяйте просто то, что вы делали на кого-то. Это неправильно, у вас ничего не получится. Повторить нельзя, нужно сделать что-то свое. Потому что люди думают, что вот я работаю, делаю, допустим, какую-то мазь там кому-то. После этого я хочу сделать свой отдельный бизнес и делать такую же мазь самому и зарабатывать на этом деньги. Буду это делать, ничего не получится. Почему? Я хотел повторить. Повторяешь, не получается. А что мне нужно сделать? Мне нужно полностью все изменить, подойти к этому творчески. Мазь чуть-чуть от другого или даже такая же, но она должна быть, ну вот, совершенно другая, ориентирована на совершенно другого потребителя, и сама концепция самого бизнеса должна быть совершенно другая. Если так делать, все будет получаться. У меня было два мальчика. Один закрывал хлебобулочный бизнес, закрывал завод, а другой работал на сеть аптек, на очень знаменитого человека, у которого было там 100 аптек, там 100 ломбардов, 100 аптек. И тот, который уходил из аптечного бизнеса, будучи руководителем, он открыл свои собственные аптечные магазины. А тот, который торговал хлебом, он тоже решил открыть свои собственные аптечные магазины. Тот, который открыл, будучи раньше директором аптечных магазинов, который все об этом знал, он открыл сеть аптек и провалился, у него ничего не вышло. А тот, который занимался хлебобулочным бизнесом и открыл сеть аптек, у него эти сети аптек, они сейчас по всему государству Украины расставлены. Представляете? Оказывается, это совершенно два одинаковых человека, которые один другого соблазнил к этому, представляете? Потому что тот, который хлебом торговал, они вместе там где-то весной или там летом, я не знаю, выпивали, и один другому говорит: я хочу аптеками
заниматься, потому что таблетки не портятся, потому что их всегда покупают, больных много, а хлеб испортился, там зерно плохое, там еще что завелось, вечно куча проблем. Этот смекнул, закрыл свой бизнес, открыл сеть аптек. Тот открыл сеть аптек, у него не получилось, потому что он повторил, этот открыл сеть аптек, потому что он сделал для себя новый бизнес, у него все получилось. Я всегда говорю такие слова: старайся делать так, чтобы это было совершенно не похоже. Если ты повторяешь, у тебя ничего никогда не получится. И так было много раз. Когда я открывал один раз свой бизнес, то мои партнеры, они меня надоумили сделать так, чтобы это было полное повторение такого же бизнеса, как делал человек. Заработали ли мы на этом деньги? Конечно, заработали. Но когда я это все изменил и ушел, работал уже сам по себе, и уже к этой концепции не так подходил, а чуть-чуть по-другому, то больше я начал зарабатывать с того, что я не делал так же, как все. Почему? Если не делаешь так же, как все, ты будешь успешным. Спасибо за подарок, ура. Также всем, кто сегодня находится у нас здесь в зале, кто еще не получил препарат, в честь дня рождения моей дочери Анны, моей любимой жены Софии, от меня бесплатно один таблетированный препарат. Вы можете получить совершенно бесплатно. Будете уходить. Саша сидит, кривится, конечно, я понимаю его. Неправда. Неправда, да. Ученица школы Кайлас и участник РТ. Начинает меняться жизнь, но вот на отношениях с мужем ничего наладить не могу. Он постоянно меня использует. И я, чтобы не ругаться, подчиняюсь, но меня это раздражает. Рассказываю. Для того, чтобы поменялись отношения, не нужно быть инициатором. Объясняю, как происходит бесконечная эксплуатация. Лежит мужчина на диване, у него лежит тарелка с грушами. После этого эта тарелка с грушами закончилась. Только они закончились, женщина подскакивает и говорит: ну что, я пойду сбегаю в холодильник, принесу еще? Он говорит: ну давай. После этого он понимает, что она его раб. Не будьте инициатором, но делайте, как происходит обучение. Снова я что-то к собакам полезу сейчас. Вы видели, как у собак есть такой момент. Одна собака, даже там взрослая собака, показывает молодым, как можно проводить сеанс интимной близости. О, как я выразился. Видели такое, да? Такое есть. То есть там иногда собаки обучают других собак, чтобы те просто понимали, что вообще между ними может даже гипотетически возникать когда-то. Чтобы были в курсе дела, знаете. Так вот, это вот заложено природой. К чему я это говорю? Когда вы живете в семье, то старайтесь делать все, что вы бы хотели, чтобы делал ваш муж. Объясняю, как это должно происходить. Вы ему не говорите, что дует, а просто встаете и говорите: дует, закрою окошко, потому что мы простудимся. После этого попылесосили и говорите: грязно у нас в квартире, нужно пропылесосить. То есть вы не делаете так, что по его просьбе или по вашей инициативе вы что-то делаете для него. Не делайте, это делайте для вас. То есть пропылесосьте для вас и скажите: у нас очень грязно. Закройте окно, скажите: мы все простудимся. А вот если вы будете как бы для подчинения делать, то ничего не получится. И вы, скорее всего, и были инициатором этого подчинения. То есть делали вы это следующим образом. Что, принести тебе тапочки? Ну, давай неси. Что, давай я тебе там полотенце в душ принесу? Ну, давай неси. Что для тебя еще сделать? Хочешь, я в холодильник пойду? Давай, иди в холодильник. Потом он привыкает, лежит и говорит: ну что, неси мне тапочки, иди в холодильник. Ну, раз это твоя тема, и ты такая уже женщина, давай. И после этого у него создаются выводы. Он думает, что женщина, она состоит из того, чтобы быть мне прислугой. Она должна носить мне тапочки, приносить мне из холодильника воды. И если вы не подчиняетесь, он начинает: слышь, давай тапки. Алло, ну-ка с холодильника там быстренько подсуетилась. Что он не умеет, и его некому научить. Вы его должны обучать. Это сложный путь. Сложный, но эффективный. Как еще раз это нужно делать? Вы должны, допустим, там закрыли окошко или пропылесосили, или что-то делаете, говорите: это для того, чтобы у нас мусора не было. И говорите всегда слово «нас».
А потом придет время, у вас будет грязно, он сам возьмет и пропылесосит, потому что он будет знать, что это у вас. Потому что будет плавно изменяться приоритеты. И это по принципу обучения, как вот у этой собаки было, которая обучала. Вы можете его обучать, что можно делать для семьи. А так у вас обучение эксплуатации. Кто кого подавит. И, скорее всего, эта женщина обучила этого мужчину эксплуатировать себя. Но это не обвинение ни в коем случае. Я просто говорю, как это бывает. Не предлагайте сами ничего. Я говорю вам это серьезно. Не предлагайте. Часто женщина хочет сама яблочко, но признаться себе в этом не может. И после этого говорит, я сама не пойду себе за яблочком. А он не додумывается. После этого, ну что, я принесу тебе яблочек. После этого он говорит, ну давай, неси яблочек. После этого она карасиком сгоняла, принесла этих яблочек. Съела 2 штучки, а хотела бы все, и он все остальные похрумал. Или там печенька, или колбаску в постельку и так далее. Ну, вы понимаете, наверное, о чем я говорю. Тем самым, мужчина, не старайтесь прямо угождать. Совместная жизнь, она связана не с угождением. Не надо угождать, не надо, подожди, вот пепельницу поставлю. Понимаете, что я для тебя еще не сделал, давай тебе это сделаю. Не нужно этого делать, не надо угождать. У каждого должна быть своя функциональная обязанность. Угождать можно, но это не должно быть, давай я тебе принесу. Хотите принести, пошли и принесли. Не спрашивайте, потому что вы спрашиваете, обучая его управлять вами. Говорит, ну что, принести тебе тапочки или не принести? Конечно, неси, а что? Я ж модный, ты вообще должна каждый вечер в 6 часов мне тапки приносить. Давай, пошла за тапками. Поняли? Хотите тапки, принесите, тогда он не научится. А женщины обычно делают так. Ну что, принести тебе печенька? Давай схожу. Ну, давай, неси печенье. А пивка тебе с рыбкой в постельку принести, да? А что еще тебе сделать? А давай тебе спинку потру, а давай еще тебе что? Не давай ничего. Хотите потереть, зайдите потрите. А там не надо ничего предлагать, потому что вы обучаете этого человека пользоваться вами. Ничего не предлагайте. Возьмите, принесите, возьмите, потрите. Что там? Не совершайте такие ошибки. Обычно из-за этих ошибок все и получается. Потому что женщина пытается искренне, из-за того, что она может быть более нежная, может быть более тонкая, пытается угодить, при этом спрашивает, чтобы не оскорбить этого мужчину. Ну что, тебе принести печенька или не принести? И он говорит, ну, конечно, ты вообще должна тут таскать печеньки, я только лег. А носочки тебе снять, давай, и носки сняла, а что там? После этого я не понял, что обиделась. Почему это я обиделась? Я в носках и без печенья. После этого я не хочу. Что, офигевшая? Вообще, как это не хочу? А ну сняла носки, а ну принесла печенье. Ты вообще мой раб. Почему? Надо же, ты 10 лет мне носила носки и печенье, да? Или снимала с меня носки и печенье и была моим рабом. А это вдруг не хочешь. Что за ерунда вообще? Или подчиняйся. Кто тебя научил? Дуйко. Скотина это Дуйко. Потом пишут мне сообщение, Андрей Андреевич, я вас искренне ненавижу. Потому что моя жена раньше слушалась меня, а сейчас перестала слушаться. Конечно, почему слушалась? Потому что она его воспитывала, что она верно принесет ему печенька из холодильника, верно ему там, я не знаю, ножки потрет и там вотрет, и ему таблетку принесет и в попу градусник поставит. Слушайте, вас не обижает, что я так говорю? Свекор развелся и теперь хочет обобрать у свекрови имущество. Он так всю жизнь ее колотил, а теперь и обобрать решил. Так, ну, молодец. Как ей помочь, чтобы суд был в ее пользу? Есть такая особенность, она звучит так. Первое, если тебя не просят, не власть. Второе, если это не твоя проблема, то не трогай ее. Скажите, есть поле, на которое все время люди ходили в разные места какать. Вам нужно, да, мины, да, заминированы.
Вам нужно пройти по этому полю и выйти в конце поля, пробежаться по этому полю и выйти из этого поля так, чтобы ваши туфли были чистые на время. Скажите, вы выйдете из этого поля так, чтобы вы были чистыми? Вот смотрите, сейчас у свекрухи и у свекра, там, у тестя есть проблемы. Они ходят по минному полю, которое создали друг для друга. Она минировала, он минировал. И это огромная гора мин. И вы хотите вступить в это поле, да? То есть могу сказать, чем можно помочь? Собрать все, что заминировано на себя. То есть берете и после этого, только скажите мне, вам будет приятно это собирать? Скажите, а если вы будете собирать, есть вероятность, что вы начнете вонять и потом не сможете отмыться, да? Тогда что вы туда лезете? Тогда что туда лезть, да? Если ты собираешься бежать по этому минному полю, то тогда задай себе вопрос, это действительно того стоит или нет? После этого, это их минные поля, они друг для друга их создали. Всегда не бывает ни виновных, ни виноватых. Поверьте мне, каждый человек заслуживает то, что он в своей жизни получает. Почему? Верьте в Бога, Он гармоничное существо. Поэтому, если это у вас есть, вы этого заслуживаете. Это такая особенность. Даже не обижайтесь на то, что я вам сказал. Все хотела вам написать, что дочь вышла замуж, ура. Через полгода, как я приобрела у вас быстрое замужество. Я вам писал, у нее умер, ага. Я мэр что-то. Умер друг, с которым она встречалась 6 лет. Буквально спустя месяц. Ох ты ж, боже мой. Андрей Андреевич, ой, как сложно. Я ученица, вступила, тело очень началось, не могу читать. Такие большие сообщения не могу читать или не пишите. Вебинары среды я только в записи буду смотреть. Друзья мои, я вам хочу сказать. Дело в том, что это, конечно, может обидеть то, что я скажу, но я все-таки скажу это. Не я пытаюсь к вам, не я пытаюсь быть удобным для вас. Я не пытаюсь быть удобным для кого-то. Вы не можете в среду, не можете еще когда-то. Это вопросы не ко мне. Это вопросы к вашей судьбе. Поняли? Вы не можете, это не ко мне. Это карма, это там проблемы родителей, это там еще что-то. То есть вы мне пишете, Андрей Андреевич, а давайте вместо среды будем в четверг или давайте будем в воскресенье. Нет, это будет по средам и будет в то время, когда я сказал. Я знаю, почему я это провожу по средам, я к этому отношусь как эзотерик. Поэтому все не напрасно. У нас первый семинар был на начало Луны восходящей, потом у нас второй будет на полнолуние, третий у нас будет на нисходящую Луну, потом мы завершим первый цикл, который называется цикл объединения в первый круг. То есть у нас это все связано с эзотерическими практиками, имеющие мощное воздействие на социум, объединяющие людей между собой. Таким образом, я как проводил это в среду, так и буду проводить. А если кому-то неудобно, то я ничего не могу сделать. Вам неудобно смотреть онлайн, я ни при чем. Вы в телефоне, я ни при чем. Вам нужно, это вам нужно, мне это не нужно, у меня все в жизни хорошо. Чуть-чуть просто не до конца понимают. Иногда люди думают, что это я на них работаю. То есть вот я в пятницу остался, и я работаю на людей, и моя миссия – это целиком посвятить свою жизнь, ответить на все вопросы, и после этого я им обязан, должен и так далее. Нет, это неправда. Почему? Всему есть определенное объяснение. Данное объяснение заключается в том, что я делаю это для реализации. Какой? Есть миссия, есть реализация. Эта миссия и реализация, она связана с тем, что я хочу как можно больше дать, но люди здесь ни при чем. То есть это миссия моя, она моя персональная, я это делаю. Можете не поверить мне, но мне Бог платит. Все получается, но никак не могу наладить отношения с мужем, все больше отдаляемся, вроде пытаемся что-то делать, как-то проявлять заботу, возникает недовольство, опять все рушится. Проблема семейной жизни очень часто заключается в недоверии с одной стороны, и во второй нежелание, скорее всего, быть интеллигентными по отношению друг к другу. Очень часто у человека появляется желание вместо промолчать ляпнуть.
Я очень советую иногда нарабатывать в себе качество, оно звучит так. Когда хочется ляпнуть для того, чтобы оскорбить, обидеть или воспитать, промолчите. Если вы будете восхищаться, а не воспитывать, если вы промолчите, когда хотите подколоть, то тогда так может быть хорошо в вашей семье. Вот знаете, как очень часто правильно промолчать. Знаете, есть такой тип людей, вот у них мамы были, как это называется в народе? В Виннице у меня были знакомые такие, у них фамилия была Быки. У них фамилия была Быки. В народе говорят, что вот человек такой просто не промолчит, да, и вот как вот в этой семье. И такое ощущение было, знаете, что вот человек, как кто бы перед ним ни находился, взрослый или маленький, нужный или не нужный, не промолчит, обязательно лепит, обязательно ляпнет, обязательно кого-то оскорбит, вот как будто нужно. Злой человек. Так же бывает в семье. Вот не может человек промолчать и обязательно вот залепит что-нибудь. Особенность семьи заключается в том, что муж и жена должны выработать в себе желание быть по отношению друг к другу интеллигентными людьми. Это очень важно. Быть интеллигентным – это не воспитывать. Быть интеллигентным – это не подкалывать, это не вспоминать. Знаете, ну если мы живем вместе, что вспоминать тогда? Все есть, то есть. Или живем, или разбегаемся. И задать себе один вопрос, который звучит так. Мы ищем возможности соединить нашу семью, а она должна быть одна. Какая? Мы живем просто и этим соединяем. Или мы ищем возможности расстаться, но просто до сих пор еще не расстались. Просто сядьте и скажите, вообще мы существуем. Если мы ищем возможности для объединения семьи, то тогда давай просто жить. И в тот момент, когда кто-то хочет сказать «а ты», в этот момент мы будем прикусывать свой язык. Знаете, очень хорошее слово. Убери слово «а ты» с языка своей семьи и убери слово «я» с языка своей семьи. А еще очень важно, особенно это важно знать мужчинам. Мужчины должны знать, что женщину никогда нельзя анализировать. Вот не делайте этого, я это очень советую не делать. Почему? Мужчина говорит, вот я тебе хочу все объяснить, ты была тогда не права. Знаете, женщина всегда права. Что бы она ни сказала, как бы она ни сказала, все, она права, она всегда будет права, молчите. В этот момент, как бы ни права была женщина, не перевоспитывайте, не объясняйте, любите, отвернитесь, после этого обнимите, поцелуйте и забудьте. Конец, это счастливый брак. Я всегда делаю так, что бы жена ни говорила, как бы плохо не было, я совсем согласен. Почему? Я люблю свою жену. Главное не улыбаться. Я говорю, это серьезно. Это самое сложное со временем было, не улыбаться. Я обычно опускаю голову вниз и делаю очень сосредоточенное лицо. Я уже научился, перед зеркалом тренировался. И после этого, если жена говорит там бла-бла-бла-бла-бла, я обязательно смотрю на что-нибудь. Обычно это часы. Там на часах есть шарики такие, я считаю, сколько их штук. 1, 2, 3, 4, 5. После этого да, надо в стране точно. И после этого все. Вопрос, после этого я подхожу, ничего не объясняю. Если это касается меня, я говорю, да, точно, я в этом не прав. Прости меня, любимая. После этого, что бы ни было, знаете, я всегда не прав. Если жена считает, что я не прав, то я не прав. Почему? Потому что это не имеет значения для семьи. Почему? Она сегодня в одном состоянии, завтра она в другом состоянии. У каждого вообще свои проблемы, знаете, в жизни. Но это ж не значит, что из-за этого так переживать. Естественно, Соня. Естественно, знаете, можно ли сказать, что этот путь легкий? Конечно же, я сказал, как Порошенко сказал, ой, да я сейчас здесь чик-пук, все здесь.
быстро отреставрируем памятники, свергнем, будем все сразу в Евросоюзе жить. Откроем большой супермаркет, на каждой улице будете есть, не работать и есть все подряд. Заживем ананасы, кокосы, все как положено. А потом не получилось ничего. Точно так же и в нашей жизни. Я рассказываю сейчас научно-популярно, как Порошенко, знаете. Но могу сказать, нет, это я не говорю о президенте Украины, я говорю о его родственнике, который управляет Перуа. Перу. Перуа — это такая город в Перу. А то еще подумайте, что я президенте Украины. Нет, он у нас другой. Почему? Есть закон такой, который говорит о том, что любое утверждение, которое может касаться любого должностного лица, может расцениваться как призыв к войне. Поэтому я не говорю о президенте Порошенко, клянусь вам, я его обожаю. Во-первых, мне нравится, он кучерявый. Во-вторых, он самый красивый. Когда он приехал и там награждали разных людей, да, Обама здоровался со всеми, то он выглядел самый красивый. Высокий, нарядный, кучерявый, сильный. Мужик нормальный такой, красивый. А что на их не смотришь? Худой, на лошади ездит, голый. Это ж денег нет вообще, понимаете. А там вообще есть один, который даже на русском разговаривать не может. Что попало? Вообще наши президенты, они самые лучшие. Почему? Потому что они на русском умеют разговаривать. А есть такие, которые даже на русском не умеют разговаривать. Что попало, да? Итак, продолжим. На украинском тоже умеет. Наш президент интеллектуал, он 2 языка знает. 3. Естественно, о чем я говорю. Если человек... Все, забыли о них. Если человек живет так, что начинает вспоминать все время, а ты помнишь в 1941 году, а в 1951, а это вообще мои тарелки, а ты вообще невежество, и ты ничтожество, и ты еще кто-то, то тогда жить невозможно становится. То тогда один должен все время подчиняться. Я в своей семье делаю так, если что-то мне не нравится, то я слушаю и после этого на это не обращаю никакого внимания. Почему? Я не считаю, что это для меня разумное, неразумное, нужное, не нужно. Я вообще, наверное, это нельзя говорить, но я вообще считаю, что информация... Я вообще считаю, что очень часто информация, которая отдается в порыве эмоций, она не связана с разумом. Поэтому я всегда считаю децибелы. В случае, если децибелы выше нормального разговора, если децибелы выше, то тогда уже можно ничего не слушать. В этот момент я просто слушаю, если это касается меня, извиняюсь. Я говорю, раз это так тяжело, тогда я действительно заслуживаю этого, прости меня за это. Конечно, на этом все заканчивается. Почему? Там, где есть громкий звук, там здравый смысл отсутствует. Вы еще не знали этого? Поэтому есть здравый смысл промолчать в этот момент, сказать вот так, сделать головой, знаете, и после этого обнять своего любимого человека, даже если слова заканчиваются словом «козел». Почему? Козлы бывают тоже красивые, все в порядке. Это ж потом, знаете, люди это расценивают совершенно по-другому. Вы просто не понимаете иногда, что женщина ругается, она ругается с целью объединять семью. Но вот если мужчина ругается, это всегда имеет цель разъединить семью. Поэтому пусть лучше женщина ругается. Это должно, по идее, женщины стимулировать ее мужчину для того, чтобы он стремился к чему-то большему. Правильно. Есть другие моменты просто. Это так раньше было. Сейчас есть другие методы. Называется стимулирование через восхищение. То есть женщина даже говорит, вот молодец какой. Принес все-таки 333 рубля. А я думала, что все, конец, не будет денег. А ты видишь, это какой молодец. Благодарю за мудрость и первый раз у вас узнал на вебинаре. Очень интересно и легко вас слушать. Можно расслабиться и посмеяться. Всех вам благ. $100. Посмеяться согласен. Но если посмеяться, то $100, как у Задорнова. А если расслабиться, дороже. Расслабиться дороже. За $100 уже не получится. А ну-ка, выйдите на улицу и расслабьтесь. Там надо платить за любое. Посмеяться плати, расслабиться плати. А здесь одновременно и расслабиться, и посмеяться. Это больше $100 стоит. 120.
Вот здесь вот есть поздравить школу Кайлас. Поздравить. А ну-ка скажите, кого расслабило? Дорогие друзья, всех, кого расслабило сейчас, то нажимайте на кнопку «Поздравить школу Кайласа», отправляйте $100. А кто просто посмеялся, любую сумму. Ну, я, конечно, не могу претендовать на Задорнова, но все равно, знаете, можно попробовать. Как вы относитесь к гражданским бракам? Говорю это постоянно на первой ступени. Она любит его, он любит ее, запятая, и кого-нибудь еще поищем. А что происходит, когда ставится... Я вам могу даже провести или рассказать о своих исследованиях. Я это заметил очень давно. У меня были такие ребята знакомые, молоденький парень, он работал компьютерщиком в городском совете. И познакомился с девочкой Мариной, она в поликлинике работала, забор крови делала и там в лаборатории. И после этого они познакомились и сыграли свадьбу, поставили там штампы, и после этого у них там через 3 года появилась квартира, потом появилась машина, потом Максим его, по-моему, звали, Максим точно. И этот Максим купил машину, у них родился ребенок, потом они купили большой дом в Виннице, у них там появился еще ребенок. И я начал наблюдать, как-то, знаете, было непонятно. И была другая пара, она из очень богатой семьи, он из богатой, им дали сразу дом. Он проиграл потом этот дом, у них были разводы, у них ничего в итоге не вышло. Но они жили гражданским браком, они не расписанные были. И я почему-то, это как-то одновременно было, одного и того же возраста эти были ребята. Я начал обращать на это внимание и начал обращать вот как. Очень часто в семьях, у которых нет штампа в паспорте, не получается обзавестись совместным жильем и не получается накопить совместные деньги. Вот теперь скажите, почему это происходит? Тогда скажите, кому он нужен такой гражданский брак? Это что, время потраченное зря или как? Почему? Не рассчитывают друг на друга. Получается, я люблю его, он любит меня, запятая, еще что-нибудь поищем, может еще что-то. А время-то заканчивается, жизнь проходит. А так, она любит меня, я люблю ее, точка, и после этого и деньги совместные. Расходиться будем, все попилим. Понимаете, есть какой-то, можно сказать, что есть совместная договоренность и есть даже надежда на то, что не останешься без ничего на улице, и у тебя будет хоть какие-нибудь сбережения, если вдруг, как говорит моя мама, нечаянно что-то в жизни произойдет. Ну, слушайте, нужно относиться к своей жизни по-другому. Нельзя жить просто так. Должны быть какие-то договоренности. Эти договоренности, они нормальные, если есть печать в паспорте. Хотя бы это. Когда я женился, то я подошел к своей жене, Соня вот если находится, может подтвердить, и сказал: Сонь, ты здесь? Я тебя поздравляю с днем рождения, очень тебя люблю, зайка. И вот она может сейчас подтвердить. Когда мы познакомились, я попросил через несколько дней после нашего знакомства, там через неделю, попросил, чтобы она дала мне ксерокопии своего паспорта. После этого я сделал все исследования, которые были доступны через милицию, наркологические диспансеры и все остальные службы. Почему? Я выбирал свою жену и перед тем, как сделать предложение, хотел быть уверенным в этом человеке. Хотел узнать, ну, там... Знаете, нет ли там задолженности очень большой, ну, нет ли какого-либо подвоха. Она к этому, я ей сказал, что это, я собираюсь это сделать, не будет ли ее это обижать. Она сказала: пожалуйста, ты имеешь право. После этого спросил у нее: хочешь, я тебе предоставлю документы? Я могу для тебя это сделать тоже. Почему? Вы знаете, иногда у меня есть такие, ну, были такие пары, с которыми я работаю. Огромное спасибо, любимая, обожаю тебя. Ой, спасибо. Видите, как надо к мужу относиться? Вот она пишет: огромное спасибо, любимая, обожаю тебя, горжусь. Я вам могу сказать, почему у меня получается заниматься эзотерикой. Жена мой самый яркий поклонник. Понимаете? А чего не сделаешь ради любимой жены? Правильно, да? Вы знаете... Кто меня поддерживает во всех начинаниях? Меня поддерживает моя жена. Я говорю: я хочу написать книгу. Правильно. Я говорю: картину нарисовать. Отлично.
Я говорю, стих написать, начинай. На баяне поиграть, спустить тебе баян со 2-го этажа. Я говорю, танцевать буду, будем смотреть, хлопать в ладоши, готовы. Я говорю, что еще там? Хочешь, я тебе на трубе проиграю, но я не умею. Да, я даже когда-то в магазин зашел, а я играю очень плохо на гитаре. Говорю, хочешь, я на гитаре поиграю? Она говорит, да. Иначе там тра-та-та, тра-та-та. После этого поставил гитару, она говорит, надо же, ты так хорошо играешь. Я говорю, боже, ты настоящая еврейская женщина. Вчера у нас там были разговоры, и был конфликт с человеком не из нашей семьи. И он попал на нее, и он начал говорить, твой муж там плохой и так далее. После этого она сказала, что он должен срочно переехать в собор Парижской Богоматери. Вот, при этом поскорее, и чем быстрее это произойдет, тем лучше. После этого он говорит, София, вы не слышите, давайте я вам еще расскажу. Он говорит, нет, это вы уже должны собрать вещи и переехать. После этого она промолчала, мне даже ничего не сказала. Почему? Потому что женщина умная, не создает процесс конфронтации, понимаете, и сделала так, чтобы вот эти волны, которые могли произойти, сгладились, понимаете, позавчера было. Но там это все равно ко мне дошло. Ну и после этого, естественно, сказал, слушай, ну, она говорит, послушай, даже если 1000 раз муж виноват, он в моих глазах все равно ни в чем не виноват. Почему? Я всегда говорю словами моей мамы. Она всегда говорила очень правильные, разумные слова. Она говорила, всегда будь за свою семью. Она говорила, кто бы кем ни был, какими бы люди ни были, всегда будь за каждого, кто в твоей семье. Потому что это твоя семья. Ты руководитель семьи, значит, ты за каждого несешь ответственность, и ты за всех. Все, конец. Если ты часть семьи, и мы одна семья, то все, мы друг за друга держимся. Все, по-другому никак. Моя жена обожает меня, я обожаю ее. Что из этого? Из песни слов не выкинешь, понимаете? Так вот и живем. Ну вот мы же уже давно, видите, живем. Получается, у нас уже скоро родится вон очередной ребенок. Со дня на день. Я могу сказать, что мы это делаем не специально. То есть есть люди, скорее всего, которые думают, что это мы специально делаем, договариваемся и так далее. Нет. Приезжайте на морской курс, вы посмотрите, как мы живем. Вот Юра был на морском курсе. Мы так живем, это наша жизнь. Мы в обнимку ходим, там ночью идем уставшие, смеемся, понимаете. Это наша жизнь такая. Мы привыкли к этому, и мы обособленно живем. И как-то в этом совсем уже сварились, знаете. И всем нравится. Всем нравится. Вы знаете, самое приятное, что я могу позволить себе в семье, это тот момент, когда я устал лечь, даже днем, раздеться, укрыться одеялом и поспать. Вы понимаете, вот это уникальная особенность, которая есть в моей семье. И никто мне не будет потом предъявлять претензии. То есть никто не скажет, что не надо, ты должен, там, вставай и так далее. Наоборот, еще придут и помогут лечь, чтобы совесть не мучила. Понимаете? Я считаю, что это та, наверное, те условия, которые должны присутствовать в каждой семье. Что если человек устал, то о нем могут позаботиться те люди, которые рядом находятся. Создать тишину, создать спокойствие, создать условия. Но у меня есть и другие семьи, я их очень хорошо знаю. Меня когда-то пригласили в гости, я был в Московской области в гостях. И там мужчина, он пришел с работы, целую ночь был на работе и днем пришел. Это как раз суббота была. И он говорит, ты знаешь, Надя, я пойду, наверное, посплю. И она вот так поворачивается, у нее там салат был, и она этот салат на пол бросает и говорит, а что я теперь буду твоих гостей тут сама развлекать или что? Давай, к тебе приехал, давай вон и сиди, давай развлекай и все. Что это такое? И после этого он, все, не обижайся, все, тихонько. Я думаю, надо же, какие у вас страстные отношения. Потом он так хвалил свою жену, я говорю, надо же. Как же у тебя в семье тяжело, если, это меня не касается, про себя думал, знаете, как же в семье тяжело, если ты даже не можешь в этой семье спокойно пойти отдохнуть. Знаете, чем закончил мужчина? Инсультом. Его сначала парализовало, а потом он умер. Почему? Наверное, очень стремился работать очень сильно, знаете, и после этого так и закончил. Доработался, допилил его.
Как мне быть? Мой муж перед разводом переписал все имущество на родственников. Что мне делать? Я остаюсь ни с чем. А ведь этого человека я любил, и он достиг всего вместе со мной. Хоть, конечно, в основном зарабатывал он, но это же работала, несла все в дом, не могла даже откладывать, как он. Это очень частые вопросы, которые возникают. Я всегда говорю такими словами. Невозможно повернуть то, что уже произошло. Это частое явление. Нельзя повернуть. Люди начинают очень сильно заблуждаться, если они начинают добиваться того, чего нельзя сделать. Это вторая ошибка, которая происходит, которую очень часто совершают люди. Нельзя войти в реку в одно и то же место, вода другая будет. Поэтому если уже это произошло и вы не можете забрать, то ничего сделать нельзя. Третье, я всегда говорю такими фразами. Когда-то мои знакомые очень сильно меня обманули и не доплатили 200 тысяч долларов. Прошло 10 лет, и я эти деньги у них не забирал. И эти деньги вернулись ко мне просто сами по себе. Вот так, заработал, где-то бизнес открылся. Почему так произошло? Потому что деньги, заработанные человеком, всегда к нему возвращаются, если он не думает, как их забрать от того человека, который был ему должен. Понимаете? Поэтому если вы отпустите в данный момент и не будете думать об этом, то, скорее всего, эти деньги к вам вернутся. Вы найдете либо любимого мужчину, либо быстрое имущество. Невелика потеря, друзья мои. Вы знаете, есть ряд людей, которые после возраста даже 60-70 лет смогли сколотить себе существенное состояние. Подтверждение. Наберите в интернете, среди женщин, среди мужчин есть огромное количество женщин, которые умудрились сделать себе огромные состояния. Просто огромные. Развод еще не состоялся. Нужно разговаривать с этим мужчиной. Нужно взывать к его совести или использовать эзотерический метод бутылка. Помните, я говорил? Садите его в бутылку с зеркальными краями и после этого делаете это каждый день там 5-6 раз. Даже войну можно остановить, если всех садить в бутылку. Сделала попытку лечения дочери от наркозависимости в клинике, получила антифортуну. Что можно применить? Фортуна и антифортуна – это одно и то же. В моей жизни всегда происходило так в свое время, вот когда я болел. Все происходило так, я вам даже опишу. У меня был день рождения, я остался дома, и мне нужно было одеться. Я до этого за 1 или 2 дня купил очень дорогой итальянский костюм. Такого синего цвета, синий пиджак, синие штаны. Ну, там, приличные деньги это все потянуло. Я очень хотел перед этими людьми выглядеть хорошо. После этого нужно было выезжать. Я спустился вниз, естественно, на такси не ехал, а решил, таксист не захотел заезжать во двор, потому что ровно за 20 минут там кто-то вспахал что-то в этом дворе. И он остановился на улице. В этот момент пошел дождь. И начала течь вода вдоль дороги. Я хотел... Машину он поставил так возле бордюра, что я не мог дотянуться до этой машины, и мне не хотелось тянуться. И я думал, что воды там немного, и решил просто ногой наступить. А там оказался люк металлический, представляете, с оторванными вот этими полосочками. Обычно квадратный люк, и там вот эти наваренные такие, не знаю, решины, да, решетки. И в этой решетке было две вот этих металлических скобы отрезано. То есть отрезали, видно, на металлолом, там, я не знаю на что. И вы представляете, я туда вступаю ногой и разрезаю себе ногу вот этой железякой. После этого оттуда течет кровь, костюм порвался, я весь грязный, после этого я сел туда. Потом, когда я приехал, на следующий день у меня была встреча. Я целое утро ругался со своими там партнерами, там, теми людьми, с кем я работал. Утром мне нужно было пойти, я зашел в торговый центр Дарница, который находится на Дарнице, купил пачку документов и очень злой вышел на улицу, прошел 2 метра и с этими бумагами на ровном месте упал. Поцарапал себе локти, ноги, колени и так далее. Это было не все. На следующий день, когда я заходил в метро, решил поставить машину и проехаться в метро, забыл, что у меня рука лежит вот так вот на двери, и мою руку заживало. Итог, за 3 дня было у меня 3 элемента или 4 элемента антифортуны, знаете. Вам когда-нибудь попадались камни в Макдональдсе?
Я вам скажу так, в Макдональдсе камни не попадаются. Я был первым и последним человеком, который сломал зуб тогда в Макдональдсе. Это было ровно через неделю. Почему это все со мной произошло? Потому что я находился в полосе, когда везет, и везет конкретно. Но из-за того, что я был букой в этот момент, и у меня была цель найти возможность кого-нибудь воспитать. Кто еще не знает, что он козел, я извиняюсь. И после этого я находил все возможности сделать из людей, то есть я взял позицию абсолютного тирана. То есть я думал, что я должен быть тираном, каждого воспитать, каждому что-то сказать. И вот я одному человеку что-то сказал, пришел на работу, всех наколотил, со своими партнерами, пришел в этот магазин, всех наколотил, за этих строителей построил там. После этого вот такое было, нервный весь. После этого перед этим день рождения нервный, на следующий день. И меня вот целую неделю, это может климакс у меня какой-то был, и вот целую неделю меня колотило. В этот момент все, что можно произойти было, все произошло. Даже заболела поджелудочная железа, как я думал, оказалось, это острый аппендицит. Хорошо, что не удалили. И могу сказать, что это все было на нервном состоянии. Почему? Огонь, который разжигает в середине своего организма человек, который связан с его невежеством, он не затухает, если не заканчивается невежество. В этом случае помогает внутренний стержень. Это очень важно понимать. Людям нужно иногда останавливаться. И вот в этот момент очень важно найти в себе вот эти силы для того, чтобы не поддаться и не продолжать страдать. Потому что иногда мы себя раскачиваем, и давайте признаемся честно, нам ведь это нравится. У меня когда-то было расставание с девушкой, она мне сказала слова. Она сказала, я не хочу с тобой больше жить. Я говорю, почему? Она говорит, с тобой даже поругаться не о чем. Представляете? То есть она так искренне испытывала состояние удовольствия от того, что она ругалась. То есть откуда вы это? Это и есть карма. То есть мама ругалась от этого, получала удовольствие. Бабушка орала, там вытаращив глаза. Все вокруг, у них в семье было так, пиво напьются в субботу-воскресенье, а потом неделю был нах, и там в телефон орут. Я сказала, Толя, где ворота, ты-ка... И после этого я на это все смотрел, делал так, боже. И после этого у нас спокойно, то есть она домой приходила, все готово, холодильник полный, все понятно, есть там деньги собираются, есть там в сейфе деньги и так далее. И вот ей скучно было, скучно, и потом она собрала вещи и говорит, я так больше не могу. Я говорю, почему? Она говорит, я не могу с тобой жить, Дуйко. Почему? Она говорит, с тобой даже ругаться не о чем. Вообще, все один позитив вообще, а это уже карма. Представляете, рождена для того, чтобы... Почему я это говорю? Вы представляете, антифортуна и фортуна, она касается того, что мы испытываем в этот момент, радость и удовольствие. Поэтому если у вас антифортуна, то вы можете переключить это, испытывая состояние радости. А еще, вы знаете, что дети становятся наркоманами или кто-то становится алкоголиком, особенно в тот случай, если их родители кого-то обсуждают. Знаете, почему дети болеют? Дети болеют, когда родители кого-то обсуждают, обсасывают, перемалывают кости, кого-то клеймят, кого-то пытаются обгадить, понимаете, делают где-то интригу, пытаются свести людей между собой. Вы представляете, именно это часто и бывает. Есть такой тип людей, интриганты, то есть это люди, которые умудряются людей из-под тишка между собой обязательно поссорить. Знаете таких людей, да? Вы, если не сталкивались, вам очень в жизни повезло. Но такой типаж среди людей, такой типаж присутствует. Обычно эти люди либо болеют психическими заболеваниями, либо им нравится, то, что им кажется, что они строят механизмы прям целые, там, знаете. И они обычно это делают из чисто дружеских, хороших, внутренних, добрых убеждений. То есть им кажется, что таким образом они могут воцарить мир во всем мире и так далее. То есть на них смотришь потом, на этих людей, и не можешь понять их мотивацию. Она на самом деле такая есть. Они это делают специально. Все, уже будем заканчивать. Здравствуйте, какую сумму можно внести за вступление в организацию РТЕ? $10. Дорогая Сонечка, с днем рождения. Сонечка, с днем рождения. Кто-то поздравил Соню, переслал номер перевода. Спасибо. Андрей Андреевич, как сдать квартиру? О, хороший, очень хороший есть метод такой, как сдать квартиру.
Надо в квартире взять соль на ладошку с левой стороны и покрутить ее вот так против часовой стрелки посреди квартиры. После этого выходить каждое утро и каждый вечер и перед квартирой, выйдя из двери, в 4 стороны кидать, только не в сторону квартиры. А еще очень хорошо с такой солью сесть на машину и проехать как можно больше районов в своем городе и в этих районах соль повысыпать. Она действительно после этого продается. Есть минус в этом всем. Люди, которые заселятся, у них первое время будут проблемы немножечко, связанные с интимной жизнью. Но недолго, ну буквально там пару дней, возможно. Ну там 3-4 дня ничего не захотят, знаете, там. Хотя, знаете, есть разные люди, которые могут снять квартиру. Не-не. Машину продать нужно так. Берете машинку, полную копию вашего автомобиля, только маленькую. После этого берете эту машинку и дарите ребенку, который будет ей играться. Ребенок будет играться, в этот момент вы машину продадите. Очень хорошо работает все. Мы все машины попродавали так. И Саша продал, и Ваня продал, и продали машины, которые даже продавали так. Главное найти ребенка, который будет вот аж вот так играться, знаете, аж вот так. Ребенок, когда игрался, Ваня ему купил, это Славик, мой сын, когда Ваня купил ему машинку, он машину на управлении, там, жум-жум. Я его после этого загнал, уже говорю, все, иди уже спать, хватит уже этой машиной играться. После этого на следующий день его за эти машины разорвали. Один человек отправил отца, этот отец задаток дал. И тут же появился другой человек, который тоже дал задаток. И тот в телефон кричал, я хочу эту машину. Должны были продать за одну сумму, а продали на $3000 больше. Потрясающе. А у Славы было, у моего друга в торговом центре Рейнфорд на Борщеговской 154, на 2-м этаже были такие коробки возле детской комнаты, где дети на батуте прыгают. Там стояли такие коробки, где бросаешь деньги, и игрушки выпадают. Там, знаете, такие есть щупики вот эти, да. Они достают вот эти игрушки, и Слава говорит, я хочу подарить машину, у него Волга была, на которой ездил отец, и отец ее подарил. Говорит, ее никто не хочет покупать, она никому не нужна. Я говорю, Слава, это программа, давай я тебе помогу продать. Говорю, покупай сейчас железную машину Волга, после этого кому-нибудь из ребенка попробую ее подарить. Идем по торговому центру, он подходит к женщине, которая идет с ребенком, и говорит, можно я подарю вашему ребенку машину Волга маленькую? Она его за руку забрала, я вам сейчас опишу Славу. 2 метра роста, лысый, в черных очках и с бородой, как у чеченцев. Я говорю, ты себя в зеркало видел вообще? Можно ему машину подарю? Она будет, боже мой, аж его дернуло этого ребенка. И он говорит, и что мне делать, как я ее подарю? Я говорю, ты наверх поднимись, и там вот этот игровой автомат, и дети на коленях мимо него вот так проезжают. По плитке, знаете, разгоняются и на коленях едут. Я говорю, ты его туда в эту коробку положи. А я заметил, что дети проезжают и рукой туда в эту дырку. Знаете, как у детей, а вдруг кто-то игрушку забыл. После этого Слава туда ложит эту игрушку, после этого один ребенок проезжает, всовывает туда руку, поднимает вверх, вот так становится и кричит, я выиграл машину. И после этого дети на него так набегают, начинают орать, моя машина, моя машина. Представляете, на следующий день приехали люди, которые приехали выпившие очень сильно из Хмельницкого, из Хмельника, для какого-то партийного геносера покупать Волгу на рыбалку. Пока он только такую Волгу хотел, только такого цвета, и только старую такую же, и все понравилось, они позвонили, говорят, мы едем, ждите. Пока ехали, очень сильно там напились все вместе. Но пока ждали, приехал мужчина и говорит, я тоже покупаю, мне она тоже срочно нужна. И тоже кому-то на подарки. Когда приехали эти 4 больших мужчины в автомобиле каком-то там модном, и говорят, ты же нам обещал, как начали они драться. Прямо у нотариуса, вырывать документы, там, знаете, кричать вот так вот. И он отдал этим людям, которые приехали там для партийного лидера, продал им. Причем хотел за $3000, продал там за 3200, там 3500.
Это еще не все. Они доехали до перекрестка какого-то, и машина поломалась, понятно. После этого ее уже туда тому человеку везли, обратно на трассу. Понятно. Ну, ничего страшного, это никого не беспокоило, все в порядке. Позвонили, говорит, она у тебя вообще ездила когда-нибудь? Говорит, да. Но она ездит на ходу или нет? А что такое? Ну, там что-то в ней колотнулось, она не едет. Ну, говорит, ничего страшного, отремонтируйте. Он говорит, ну ладно, все, мы едем. Ужас. Я так квартиру продала за один день, год не могла продать. Видите, что человек пишет? Для продажи дома, по вашему учению, почистила, проработала с домом, подарила детский домик. Девочке маленькой, читаю мантры, постоянно работаю с собой. Дом никак не продается. Возможно, что-то посоветуете. Да, есть такой момент. Очень часто люди совершают ошибки. Они делают так. Я хочу продать дом, и дальше запятая, чтобы, и дальше начинают тратить деньги. Зачем им нужно продать дом? Потому что обычно с этого начинается. Вот, было бы хорошо продать дом и дальше купить, допустим, там что-то где-то или решить какие-то вопросы. Вот если у вас это есть, даже если вы себе говорите, нет, у меня этого нет, я хочу просто продать дом. Нет, не просто. Я вообще советую самим дом не продавать, потому что вы его сами продаете, у вас меньше шансов, чем агентство, которое его для вас продаст. Почему? Извините. Когда человек продает дом, то он продает его зачем-то, а когда агентство, то без зачем-то. Они просто продают для того, чтобы продать. Даже будете что-то продавать, не продавайте для того, чтобы, а продавайте просто так. У нас есть очень хороший шум, он называется шум шабри, да, Саша? Шабри или шабри? Шум шабри для того, чтобы какую-либо вещь продать. Берете и каждый день слушаете час утром и час вечером шабри, и после этого любой дом продадите. Вообще очень хорошо работает метод. Я постоянно задавал вопрос по поводу невозврата денег должниками. Был передан аванс за покупку магазина по расписке. По судам ничего не получается возвратить. Предлагают внести вторую половину денег. Эта сумма в долларах большая, и ее нет. Стоит рассматривать вариант вообще? Не стоит. Вам же дали эти деньги, магазин вы не отдали. Ну так в чем дело? Пусть они бегают за вами, а не вы за ними. Или я что-то не так понял. 2 года назад я била горшки, а на маевку я сдержала себя, и все получилось даже как не ожидалось. Кому интересно, звоните. Поздравляю вас, Софи. Вот что я хочу вам сказать. И уже будем на такой прекрасной ноте заканчивать. Каждый раз, когда люди пытаются собрать других людей, собрать их для какой-либо встречи, собрать их для того, чтобы встретиться с ними где-то на улице, собрать под эгидой школы Кайлас, общественной организации или еще какой-либо эгидой, вы должны понимать, обыкновенные люди не должны этим заниматься и не должны это делать. Почему? Вы можете стать теми людьми, кого специально соберут, после этого в лучшем случае начнут вам что-либо продавать, после этого начнут вас там к чему-то принуждать, вербовать, там рассказывать о буддизме, молоть какую-то чепуху, но минимально вы будете разочарованы, очень недовольны, и вам это не понравится. Ну а максимально может вообще произойти что угодно. Почему? Потому что у любого зла намерения самые хорошие. Понимаете? У любого зла намерения самые хорошие. Поэтому я вам могу сказать, что если у вас есть кто-то, кто собирает вас и говорит, давайте встретимся, нас там будет 100 человек из города Томск, или из города Москва, или еще откуда-то, и мы встретимся где-то в ресторане, поговорим за школу, там, практики и так далее, то нужно обязательно, чтобы тот, кто организовывает это, обратился ко мне. И после этого сказал, я хочу собрать людей для того, чтобы поговорить. Я после этого встречусь в скайпе и после этого узнаю, о чем этот человек собирается говорить. И после этого его просмотрю и скажу, можно с этим человеком встречаться или нет. Почему? Это для вашей собственной безопасности. Почему? Ну вот смотрите, я же ничего не требую. А вы, получается, те люди, а нас же много, там 10-11 тысяч сейчас на вебинаре человек. Естественно, нас много людей. Скажите, мы соединились или объединились вокруг какой-то
интернациональной идеи, допустим, вокруг интернациональной идеи, там, философии или какой-то психологии, которая связана со школой Кайлас. Но мы являемся одновременно людьми, которые занимаются йогой, которые склонны заниматься эзотерикой, которые двигаются по пути духовного роста. Скажите, вы являетесь добычей для кого-то? Хотите, я отвечу? Да. То есть, по идее, может зайти человек и начать, ну, минимально, участвовать в MLM-пирамиде. После этого участвовать там, давайте будем все вместе с разрешения Андрея Андреевича и так далее. Так вот, я вам хочу сказать, если вы видите видео и с моих уст идет информация, что я разрешаю или я сам участвую или там еще что-то, то тогда я согласен. В случае, если этого нет, то тогда я не согласен, даже если кто-то прикрывается моим именем. Понимаете? Потому что уже находятся такие люди, которые открывают группы ВКонтакте, которые называются «Познание себя» для учеников школы Кайлас. После этого туда входишь, там раздача первой ступени, и после этого внизу по всем вопросам обращайся, там Иволгинский Дацан, там Дзогчен, там Нигма и так далее. А это еще откуда взялось? Я что, разрешал преподавать Нигму или Дзогчен, или там почему эксплуатировать их, собирать тех людей вокруг какой-то буддийской традиции? У нас же совершенно другие цели. Или там создали группу какую-то, в эту группу сразу же начали попадать спамеры, и тут же начали девочки писать там, давайте, вот таблетка для похудения. Но я против этой таблетки для похудения. Вы ее выпейте, эту таблетку, потом заболеете, ко мне придете лечиться. Ну, зачем это делать? Я не знаю ни этой таблетки, ни этих людей. Зачем нужно было собирать группу под названием «Школа Кайлас» для того, чтобы потом продавать там таблетки непонятного происхождения? А если кто-то умрет за счет этой таблетки, тогда кого легче всего будет обвинить? Я была в группе школы Кайлас, я там купила таблетку, которую продавали, и после этого отравилась. Потом в газете напишут статью. А это непонятно вообще, что за организация. Лысый там что-то вещает, и после этого в их группе таблетки ядовитые продают, даже тетенька умерла. Вот ее контакты, где ты купила? В школе Кайлас в группе. Потом, кто прав, кто виноват. Они во всех направлениях будут правы, согласитесь. А вообще, вы понимаете, что мы общественная организация, нас много. А это уже способствует тому, чтобы появлялись вот такие экстремистские какие-то эманации. То есть могут находиться люди, которые могут говорить на белое, черное, и я извиняюсь, даже не извиняюсь, потому что то, что хотел сказать, не скажу. Естественно, такое всегда будет находиться из-за чего? Да из-за всего. Потому что люди находятся в своей карме, они находятся в своем менталитете, они настроены на том, чтобы видеть только плохое, и они хотят, чтобы все жили, как они. Мы живем в грязи, ты живи в грязи. Мы не видели солнца, ты не видишь солнца. Мы хотим жить так, чтобы у нас были там кресты и кладбища, и ты должен с крестами и кладбища. Мы всегда были рабами, ты должен быть рабами. Закрой рот, потому что никто этого не понимает. Потому что ты родился рабом, твои родители были рабами, и ты проживи как раб. И после этого все остальные сволочи. Почему? Я ехал с таксистом недавно, и он мне говорит, вот в этом доме квартира стоит 1 000 000. Я говорю, молодцы, кто умеет покупать. А он мне после этого говорит, ну, молодцы, не молодцы, интересно, будут они страдать от того, когда они это все потеряют. А я ему говорю, а почему вы об этом говорите? Он говорит, мне просто интересно, я просто хотел бы знать, они сильно будут страдать или не сильно. Что они будут чувствовать в тот момент, когда они потеряют. И после этого его это тешит, знаете. А я ему говорю, вот вы сейчас едете на такси, что бы вы начали чувствовать, если бы у вас появилась сейчас такая квартира? Он очень задумался, после этого говорит, ну, я не знаю даже, что бы я мог чувствовать. Я говорю, ну, вы бы чувствовали радость? Он говорит, чувствовал, но у меня не появится. Я говорю, а почему вы не хотите думать в направлении того, что бы вам сделать для того, чтобы начать зарабатывать так, чтобы у вас появилась такая квартира? Он говорит, ну, мне уже 40 лет, я езжу на такси, уже там 10 лет езжу, и у меня возможности такой нет. Я говорю, ну, вы кроме такси что-нибудь умеете делать? Он говорит, нет, кроме такси не умею. Я говорю, наймите 2 машины, возьмите плюс 1 в аренду. После этого сдайте ее в аренду, организуйте мини-парк.
разместите эти телефоны, после этого у вас будут добавляться эти машины, возьмите их в лизинг, заложите свою квартиру, если не можете это сделать, изучите вообще эту тему и будьте организатором этого всего бизнеса. Он говорит, в нашей стране это невозможно сделать, на это все нужны взятки. Я говорю, а вы хоть раз кому-то платили взятку? Он говорит, нет. Ну, как вы можете заявлять? Я говорю, ну, гипотетически возможно. Он говорит, ну, я, конечно же, смогу. Если бы я захотел, это через месяц была бы моей квартирой. Я ему говорю, отлично, но я даже не сомневаюсь, что она у вас, скорее всего, будет, да? Он говорит, да, я знаю, на 100% будет моей, я знаю другие методы и способы и все. Я говорю, а как вы будете себя чувствовать, когда вы ее потеряете? Он говорит, ну, если я ее сам заработаю, тогда буду плохо себя чувствовать. Я говорю, ну вот, видите, а как они будут себя чувствовать? Он говорит, наверное, они, если сами заработают, то будут себя плохо чувствовать. Но они же не сами заработали. Я говорю, а вы почему так считаете? И после этого он говорит, вы знаете, мне было очень приятно с вами разговаривать. Я говорю, ну, понятно, приятно, потому что ты жил злым человеком, а теперь в твоей голове появилось зерно разума, не безумной бесконечной обозленности. Все вокруг виноваты, кто еще не знает, насколько все вокруг виноваты в моей некомпетенции. У меня недавно была встреча с юристом. Юрист взялся делать для меня бумаги, при этом целый год проморочил мне голову, при этом, когда отдал мне, это было сделано как попало, при этом на чем попало, и даже отдано вот в таком кулечке. Вы представляете? И это было не просто в кулечке, а когда я говорю, ты можешь показать мне свою работу, он достал это из кулечка и говорит, вот она моя работа, и вот так как стопку карт бросил. Я говорю, хорошо, я все изучу и так далее. После этого он говорит, дело в том, что вы не понимаете о том, что я там сделал. Я говорю, а что это не понимаю? Я что, в школе не учился, русского языка не знаю. Здесь все написано. А вот в том, чтобы я понял, как раз и твоя миссия заключалась. То есть ты должен был это систематично выложить для меня, написать это все на бумажечках. Я же не первый год занимаюсь бизнесом, я как раз понимаю, как должно быть. Не принести мне вот в такой папке, если ты модный юрист, то в своем каком-то файлике красивом, с надписью своей организации, с логотипом, нарисовано это все должно быть на красивой бумажечке, с твоими какими-нибудь там лейбочками, с твоими клееночками, визиточками. Я знаю, как это, объяснение, которое объясняет мне все, и чтобы у меня возникло желание заплатить тебе больше, чем это может быть. Я уже работал с такими компаниями, которые приносили, которым нужно было заплатить за $100, но когда они приносили и тебе это все преподносили, то ты так хлопал в ладоши, что хотел заплатить им 1000. Вы представляете, такие люди были. Читаешь, и так приятно. Я говорю, это серьезно. Бывают такие специалисты просто. Просто когда они дали этот файл, на нем было написано образец, образец, образец. После этого я говорю, очень-очень классно. Сколько стоит? Он говорит, если не образец, то вам понравилось, да. Ну, это стоит там столько-столько. После этого говоришь, да, и ты хочешь за это заплатить. После этого человек не просто дал, он смотрит в глаза и говорит, я говорю, это чепуха. Мне это то, что ты сделал, не надо. Он говорит, ты сволочь, ты меня наказал, ты меня киданул, ты негодяй. Я говорю, давай еще раз. Вот это, что ты сделал, это не то, что я просил тебя сделать. Я тебя просил сделать совершенно другое. Где-то работа, которую я просил тебя сделать. Он снова в глаза смотрит и говорит, нет, это все не, нет, это все не так, это все по-другому, это все сделано не так, это все сделано по-другому. Вот это, что вы видите, это все не так, это все по-другому. Я говорю, ну если это сделано плохо, то тогда мне это не устраивает. Или переделай, или я платить тебе не буду. Нет, это не так все. Я сделал очень хорошо, это все по-другому, это все не так. Это все по-другому. Я говорю, шизофреник. После этого думаю, ну может я дурак, знаете, какой-то. После этого показываю другому человеку, юристу, говорю, посмотри. Он смотрит, говорит, боже, что это такое, ужас какой, фу. Кто это вам делал? Я говорю, вот этот человек, ужас какой, фу. Вот это ужасно, это ПТУшник делал вам какой-то. ПТУшник, причем с ошибками, ему линейкой надо по губам и рукам бить. При этом этот человек говорит, звонит мне, нет, это не так, это все по-другому. Я говорю, так, это плохо сделано, это не компетенция, это вообще, оно не стоит ни денег, ни моего потраченного времени, ничего. После этого
Заданий было около 20. Выполнено задание 2. Остальные задания, которые выполнены, неинтересны. То есть их я не заказывал. При этом по его вине на протяжении полгода потрачено 500 евро и получен штраф в виде 1800 евро или 1900 долларов. Скажите, получается, я когда ему говорил, по твоей вине получили штраф, он говорит, ну ничего, и так бывает. Куда отправили деньги? Ну не получилось. Вы представляете, да? Получается, человек ничего не сделал, год потерял времени, отдал пачку бумаг мне совершенно ненужных и начал терроризировать меня по телефону и позвонил моей беременной жене. Скажите, он нормальный? Самое страшное, что может быть, это общаться с шизофрениками. Поэтому он говорит мне, давай утром встретимся. Я говорю, да я не хочу с тобой встречаться, потому что если я приду, я дам тебе этими документами по голове. Ой, боже, что такое? Если человек говорит, что он никого не любит, ему никто не нужен, ему кажется, что у него нет нужды, что может быть с ним? Скорее всего, это ребенок. Скорее всего, это ребенок. Он говорит правду. Потому что когда ребенок никого не любит и нет души, то это говорит о том, что мама с папой все время разрывали свои отношения. И ребенок вырос бездушным. Почему? Потому что отец и мать могут вложить в душу в этого ребенка. Представляете, душу вкладывают родители. А когда отец все время ездил в гречку, а мама ходила в люцерну, там я не знаю, куда она еще могла ходить. После этого между ними постоянно скандалы. Дети вырастают, а этот ребенок, он воспитывается с позиции, вот тебе еда и уходи. Все, поел, свободен. Понятно? Вот когда все поел, свободен, вот тебе еда и уходи, они вырастают без души. Почему? Их никто не научил любить, относиться хорошо, они не видели этого, их не научил. Они вырастают бездушными, холодными, они не знают, что им нужно делать. Их не обучали этому. Лучше бы их воспитывали в детском доме. Я тебя выгоню сейчас, Оля. Я вступила в общество, с этого времени у меня ноги и тело стали очень чесаться, особенно вечером. Это вы отрываете нити или я заболела? Вы забыли, когда мы начинали ИРТЕ, то началась весна и стало тепло. Зацвели каштаны, зацвели цветы, и у вас появилась аллергия. Поэтому это совпало с тем моментом, который называется вступление в общество. Поэтому нужно обязательно вместе со вступлением в общество начать пить антигистаминные препараты. Рекомендации: димедрол, тавигил, там, цитрин, там аналоги этих препаратов. При чем тут это? Никак не получается зарабатывать деньги. Чтобы предпринимал провал. Бизнес, работа, результат. Через некоторое время одинаковое. Провал. В последнее время... Сейчас, это очень отличный вопрос. Я чувствую прямо энергию. У меня был друг такой. Вы его прекрасно знаете. Игорь Мочеренко, ты здесь? Так вот, такой разговор был когда-то с Игорем. Вот когда мы познакомились, он был такой... Весь дерганный такой вот, весь дерганный, вот так вот все время со мной разговаривал. Вот сядет и там, так, сколько время, так, надо бегом, все, так, что-то, так, алло, кто это? Сережа, ты тоже это помнишь? Алло, кто это? Так, надо, сколько, через 20 минут, так, срочно, сейчас я приеду, все, через 20 минут. Олежка, мне на такси надо отвезти, через 20 минут надо туда. Андрей, я смогу позже, сможешь позже, через час мы встречаемся. Все. И говорит, где не начинаю разговаривать, везде ничего не получается, везде куча проектов, ничего не получается и так далее. Вот тогда я ему задавал вопрос, он звучал так: скажи мне, чем ты занимаешься? Он говорит, я пытаюсь работать как посредник, то есть мне предлагают, я пытаюсь с этими людьми что-то там замутить, и у меня ничего не получается. Я вам скажу, он попал в слой тех людей, которые болтуны. Болтуны. То есть они безденежные. Вместо того, чтобы начинать зарабатывать, вот я как мальчик из нерусской семьи, я сейчас в последнее время так говорю, почему? Я из украинской семьи, да? Я как мальчик из нерусской семьи, меня обучали так. Вы созрели помидоры, собери помидоры, после этого возьми их в корзинку, отнеси на базар, продай их на базаре, а деньги спрячь. Чтобы никто не узнал, где. Если мама заметила, поделись.
Понимаю маму свою, она молодец, понимаете. После этого она не показывала вид, как будто не видела, что я помидоры срываю. Но показывала вид, когда я шел обратно. Говорил: Андрюша, где ты был? Я говорю: Она говорит: что-то, я говорю: да. Сколько там наторговал? Я говорю: 3 рубля. Она говорит: ну вот, тебе рубль, мне 2. Я говорю: снова не получилось. И после этого, знаете, меня так воспитывали. При этом деньги, когда я эти зарабатывал, они мне ни на что не были нужны. Почему? Я их прятал. Почему? Сейчас мой Славик прячет тоже. Я их прятал. Почему? Потому что я рассуждал так. Маленькая сумма, я ничего же не куплю. А когда будет большая, могу что-то купить. Я тогда думал купить Яву. Буду ездить на Яве, такой весь модный. И собрал я денег, у меня получилось на Яву. Я потом подумал: а Ява мне зачем? Она же двухколесная. Лучше я вот так 5 раз как по Яве, и после этого будет у меня Жигули. Отец отдам отцу, и после этого отец будет доволен, я, и там по чуть-чуть начал там как-то зарабатывать. Потом у меня собрались уже деньги, и когда я уезжал, то у мамы своей не забирал. Она говорит: у меня нет денег, я не знаю. Я говорю: у меня все есть. Я взял, купил себе одежду, купил себе сумку, после этого договорился с тем, чтобы поступать, взял свои собственные деньги и поехал. Скажите, почему у меня не было сразу мысли купить вагон помидоров, чтобы их продать кому-нибудь подороже? Почему не было? Потому что у меня был уровень такой, я не знал о том, что можно продавать помидоры вагонами. А скорее всего, если бы дальше я занимался этими помидорами, и у меня было бы там на 5 собранных Жигулей, то я, скорее всего, бы нашел эти поля и продавал бы, если бы не учился на то время. Понимаете? Почему? Потому что во всем присутствует эволюционирование человека. Эволюционирование. Скорее всего, если я начинал продавать по кошелке или там по ящикам, то я бы, скорее всего, доэволюционировал бы или до алкоголизма, или до продажи большими партиями, в зависимости от того количества людей, с которыми бы судьба меня свела. Но я могу вам сказать точно, на 100%, я бы никогда не смог добиться ничего, если бы я занял деньги или договорился бы эти помидоры перепродать. Я не знал и не умел этого делать. И я всегда этим людям задавал вопросы. Я говорю: ты очень хороший посредник на этом рынке. Вот ты собирайся сейчас купить мазуту где-то за 1000 тонн, перевести мазуту, у тебя ее здесь купят. Я ему всегда тогда задавал такие вопросы. Ты специалист в области продажи мазуты? Нет, но что ты туда лезешь? Сколько килограмм, хотя бы 1 килограмм ты мазуты когда-нибудь продал? Ты что-нибудь знаешь об этом рынке мазуты? Что ты туда лезешь? Но если ты не знаешь, как продать 1 килограмм, ты же не будешь знать, как продать тонну. Я всегда говорю, не начинайте вы с глобальных. Почему у человека ничего не получается? Не надо лезть в глобальные проекты, не надо. Нужно заниматься мелким делом. Не умеешь зарабатывать крупные деньги, начни зарабатывать мелкие, начни с чего-то. Люди хотят сразу большие деньги, а я ненавижу фильм «Секрет». Мне он не нравится, этот фильм надо запретить во всем мире, и правильно делают, если запрещают. Потому что там ориентируют людей сразу на то, чтобы они хотели иметь миллионы. А миллионы можно зарабатывать только сначала, если заработал 1000, потом от 1000 10 тысяч, потом с 10 100, потом от 100 500 000, потом 500 000 дадут тебе 1 миллион, потом 1 миллион даст тебе 4 миллиона, потом за 6 лет ты заработаешь 10 миллионов, через 3 года у тебя будет 15 миллионов. Как сложится твоя судьба дальше, это не имеет значения, но это начиналось все с малого. Давайте спросим у людей, которые занимаются бизнесом. Получалось же по чуть-чуть? Получалось по чуть-чуть. Вот получалось по чуть-чуть. С $200 получалось. То есть все начинали по чуть-чуть. Нет ни одного успешного бизнесмена, который сразу ворвался прямо в рынок с миллионами, заработал миллионы, и это было прям очень успешно. Такие были, это сыновья или там дети чьих-то портогеносы, которые заходили на рынок с родительскими документами, с родительскими деньгами, и их специально к этому готовили по 20-30 лет за границей, воспитывали, специально готовили, их готовили к тому, чтобы они были такими руководителями. Вы просто думаете, там Березовский, хуй с родителей Березовского, Лавров, хуй с родителей Лаврова. Вы понимаете, кто эти люди там, великий П.
То есть кто были эти люди, понимаете? Вы просто должны понимать, там была школа, и в этой школе их специально находили, готовили, и они заходили туда совершенно под другим соусом. Естественно, когда обыкновенный человек пытается, он хочет сразу миллион, так начни зарабатывать 1000, потом начни 2, потом 5, потом 10, потом 100, а потом уже к миллиону. Нет, у нас люди так устроены, я хочу сразу миллион. Вы знаете, что в ходе ведения бизнеса, если рассматривать бизнес доходности нашей Украины, то у нас нерентабельно заниматься бизнесом, у которого нет 1000% накрутки. Круто, не 100%, а 1000%. Все остальное невыгодно. Это не все. Невыгодно заниматься в России бизнесом, если у него нет 1200% накрутки. Это математические расчеты. Я могу их все вам показать. Если вам надо, я прямо на доске распишу и эту математику покажу. Она печальна. Тем не менее, могу сказать, что если у вас такой рентабельности нет, то не начинайте даже. Понятно? Потому что люди начинают заниматься, 100% рентабельность на 2 умножим. Это уже смешно. С такими налогами на 2 умножать уже это не актуально совершенно. Получится продать недвижимость на расстоянии. Гараж продать надо, продадите. Ну что? Долго нам еще придется снимать жилье? Когда же наконец свой угол приобретем? Очень правильный вопрос задал человек, когда мы свой угол приобретем. Для того, чтобы у людей появился свой угол, как они говорят, свой угол, нужно сказать, оно вам надо? Серьезно, оно вам надо? А надо для чего? Когда мужчина и женщина ссорятся постоянно, то после этого и не могут никак помириться, когда все время обиды, то тогда не дают свой угол. А скажите, то, что вы снимаете, это разве не свой угол? А я знаю, что если в семье есть совместное отношение, если мужчина и женщина живет как женщина для мужчины, все в один котел идет, то тогда это и является тем, что насобирает на квартиру. Понимаете, оно так копеечка до копеечки, копеечка. Были такие люди старые, и они говорили, что всегда собирай чуть-чуть на свой черный день. И они всегда откладывали по копеечке. У нас было 7 детей. Наша мама с отцом, отец работал трактористом, мама уборщицей. Мама умудрилась обучить всех детей, одних в институтах, других в училище, кто как захотел, повыдавать замуж, и сами смогли свадьбы всем сделать. При этом еще имущество давали. При этом, когда я всегда спрашивал, у мамы было 60 рублей зарплата в советское время, а у отца 120, как у инженера. При этом 60 плюс 120 это 180. Скажите, с каких денег они смогли делать и 7 детей маленьких? Я вам могу сказать, они умудрялись в этом все времени откладывать небольшое количество денег. Отец подрабатывал, приносил, прятали. Мама там умудрялась что-то со своего огорода продать, прятали. И вот так копеечка к копеечке прибавлялась. Почему? Семья была настроена на то, чтобы собирать. А у меня есть другой товарищ, с ним живет женщина. Он домой приносит, она нигде не работает, учиться не хочет. Представляет, будто она модель, уже такая 100-килограммовая модель. Со вставными губами и грудями, знаете, 2-метрового роста. И при этом он не успевает домой деньги привезти, и она их тут же тратит. То есть вот там собралось там 50 тысяч, она после этого берет и начинается у нее шопинг по магазинам. То есть она без него едет, встречается с подругами, идет все эти деньги просаживает, после этого приезжает домой. Снова ждет, когда он заработает. И после этого, когда она пришла ко мне на прием, первые ее слова были: а когда же уже наконец у нас появится свой угол? И я тогда ей сказал: а какое ты имеешь право на то, чтобы в вашей семье появился угол? Ты умудряешься эти деньги тратить, он не умудряется их зарабатывать. Ты настолько активно сосредоточена на том, чтобы потратить. Она говорит: ну я же женщина, я имею право не работать, а просто сидеть дома. Она говорит: я зато стираю, убираю. Я говорю: ну это возможно было бы, если бы у него не было такого тяжелого, плачевного состояния. Ну, если ты с этим человеком, ну, тогда и старайся делать вместе. Ты не только тратишь, а ты еще и зарабатываешь. А если это деньги совместные, ну, может быть, их хотя бы совместно тратить потом. И знаете, что обидело меня? Обидело то, что мужчина так ослеплен вот этой женщиной, знаете, что в упор не видит вообще. Я ему говорю: ты в упор не видишь. Он говорит:
вообще. Бывает и так. Здравствуйте, стану ли я целителем? Отлично. Ну что, я на этой яркой, конечно же, ноте, для того, чтобы стать целителем, отличный вопрос, да. Стану ли я целителем? Да. Удастся ли мне выздороветь? Конечно, да. Итак, все, кто болеет, выздоровеет. Все, кто не может продать землю, продаст. Все, кто не может продать дома, продадут в каком-нибудь из годов ближайшего времени. Ура! Ну что, я же не говорю в каком году, правильно? Когда-то продадите, жизнь у нас коротка, есть еще перерождающийся фактор, знаете. Дом можно продать обычно и дальше нужно сказать, что в моей жизни самое дорогое. Серьезно. Вот человек не может продать дом и после этого или недвижимость, и он говорит, вот если я продам, открою магазин, не продашь. Вот если я продам, то тогда мужу вложу, которого я не люблю. Зачем? Не будет тогда дом продаваться. Я продам имущество для того, чтобы и дальше нужно сказать, сесть вот так вот, чья это недвижимость, и подумать, что для тебя самое дорогое. Что для тебя самое дорогое? Вот у меня была женщина такая, она говорит, у меня муж, я его использую ради того, чтобы мои дети выросли. Я говорю, не понял. Она говорит, ну, я его использую только ради того, чтобы мои дети выросли. Я говорю, отличный ход вообще мысли. Я говорю, ну, они уже выросли, да, но сейчас дело не в этом. У меня есть квартира, мне надо ее срочно продать, но я не могу ее продать. Я говорю, вы что любите? Она говорит, ну, я люблю, зачем вам эти деньги? Ну, во-первых, надо сыну учиться, я хочу, чтобы он в МГУ поступил, а эта квартира у нас не одна, у мужа бизнес, у нас там получается жить, в общем, все нормально. Я говорю, ну, у вас есть то, что вы очень сильно любите? Она мне говорит такие слова, у меня есть любовник. Я его очень сильно люблю, но у этого любовника не получается что-то там с бизнесом. Я ей тогда сказал такую фразу, я говорю, тогда продайте свое имущество и дайте часть денег, чтобы никто не знал, своему любовнику, чтобы у него получился этот бизнес. Договоритесь с ним, войдите как партнеры там, и так далее. Тогда вы сможете продать этот бизнес. И она потом приехала, принесла презент какой-то и говорит мне, ну надо же, Андрей Андреевич, за 2 дня все продала. Почему? Потому что обычно можно что-то продать только ради чего-то, что ты очень искренне любишь, и ради чего, что тебя вдохновляет. Почему не могут покупать квартиры, почему не хватает? Потому что что-то не так в семье. Понимаешь, что-то не так. Почему не могут продать имущество? Потому что мотивация на то, или зачем тебе это продавать, она незначительна и никого не вдохновляет. Ну что, продадим? Ну, а там бизнес, ну, как бы он нужен или не нужен. Вроде наша мама с ума сошла. Тут всем миром зарабатывали на квартиру, а тут мама почти свихнулась, хочет парикмахерскую открыть. Кому она махерская нужна, непонятно никому. После этого, ну как, вас вдохновляет, скоро продадим и будет парикмахерская. Ну, кроме мамы никого не вдохновляет. После этого, ну что, продадим квартиру? Не могу продать. Конечно, не продашь. А если у вас родился ребенок, вот как мне быстро продать квартиру? Я хочу продать квартиру, допустим, чтобы мои дети бегали по песку там на берегу моря. Я прям очень сильно искренне хочу поменять для них жизненные условия, чтобы они в трусах или в памперсах бегали прямо по белому песку. Завтра продам. Говорю вам серьезно, сколько бы она ни стоила, 100% продастся. Почему? Меня вдохновляет, что они будут бегать втроем там или вчетвером по белому песку, трусах, и она 100% задорого продаться. Почему? Потому что есть мотив, и он вдохновляет. Вы представляете? Вот это очень важно. Если у вас мотива нет, то надо использовать магию. Понятно? Если вы, как эзотерики, можете делать такие советы тем людям, с которыми вы работаете. Поэтому, если у человека не получается что-либо продавать, давайте такой совет, и после этого будете продавать. Все, я ухожу, моя жена уже
пишет мне: Андрюша, мы сидим за столом и ждем тебя. Хочу напомнить, у меня сегодня день рождения моей любимой женщины. Вы представляете, насколько я искренне люблю свою школу Кайлас и тех людей, которые рядом со мной находятся, что я готов даже во время такого великого праздника священного, как день рождения супруги великого гуру, сидеть и проводить вот такие семинары. Что я вам хочу сказать? Берите пример. Я вам хочу сказать, что данный семинар, который я дарю, посвящен быстрым и скорым родом моей любимой супруги. Также все подарки, которые я сегодня дарил у себя в офисе, они посвящены здоровью моей дочери Анны и моей любимой жены Софии, ну и процветанию нашей семьи. Я считаю, что самое дорогое, что произошло в моей жизни, это самое дорогое называется семья. В окончании всего я хочу вам показать определенный метод, который называется методом увеличения психической энергии или ума. Сидя за столом, держите указательный палец на правой ладони так, чтобы он был направлен вверх. Вот таким образом. Если вы вот так вот сидите, у вас на висках лежит этот палец, то тогда у вас увеличивается психическая энергия с правой стороны, и вы станете более решительными и предприимчивыми. Если вы делаете вот так левой рукой, то вы станете более спокойным, рассудительным и добрым человеком. Понятно? Поэтому вот так более решительными, а вот так более добрыми. Понятно? Вот сели перед телевизором вот так и успокаиваетесь вечером. Или сели утром вот так вот и сидите, и тогда мысли приходят. Я вам хочу сказать, если у вас не хватает каких-то решений, никак ничего не может получиться, то сидите так, чтобы указательный палец был на виске. И тогда очень быстро приходят разумные мысли. Поняли? А если будете вот так вот сидеть или вот так вот сидеть, желательно на кулаке сидеть, то тогда вы будете успокаиваться. Вот так нужно сидеть вечером, а вот так нужно сидеть утром. Я утром за столом сижу вот так, вечером сижу вот так. Понятно? Почему? Так мы становимся более умными, а так мы дальше. Как обрести состояние фортуны? Шива в свое время сказал Шива-тантре следующие слова своей жене Ганапати. Он сказал слова буквально такие. Он сказал: ты хочешь обрести бесконечное состояние везения в своей жизни? Выполняй практику дыхания с визуализацией. Во время вдоха представляй, будто в середине твоего тела пустота. Во время выдоха ничего не представляй. Если будешь делать так хотя бы 10 раз в день или 10 таких дыхательных циклов, то фортуна и везение будет повсеместно тебя преследовать. Скажите, легкая практика? Вот так. Поэтому, если вы хотите быть везучими, то тогда выполняйте практику, где в середине вас пустота во время вдоха, а во время выдоха ничего не представляете. Таким образом, если это делать 10 раз, хотя бы 1, 2, 3 дня, то тогда начинает вести больше, чем обыкновенным людям. И не забывайте, что везение очень плотно связано с состоянием нашего намерения быть счастливыми или, наверное, радостными. Поэтому, если у вас много безрадостности и горя, то тогда не выполняйте практики по привлечению в жизнь фортуны. Тогда все будет в жизни получаться. Все, до свидания, ура! Товарищи.